Хорошо. Класс. Я предлагаю тогда без, каких-то вступлений, чё то надоели они, вот эти организационные все. Раз уж собираемся поисследовать, давайте сразу тогда с вопросов начинать, или с каких-то вот состояний, с чего можно, с тем для исследований. Давайте с них и сразу начинаем. Вот. Николай, у тебя есть что-то? Да, С да, у чего? меня есть что-то, есть Класс. очень много вопросов. О, круто. Давай. А, Могу сказать, ну, краткое вступление у меня все-таки должно быть какое-то организационное, чтобы представиться. В общем, Мгм. в 16 лет начал медитировать, делал это в течение 6 лет, каждый день почти, там, по 30, по 60 минут в день. И пробовал очень-очень много подходов, искал, ходил на всякие сатсанги, на ретриты, слушал, смотрел, читал, бесконечно изучал. И последние 3 года придумал свой какой-то подход, который мне начал давать какие-то результаты впервые в жизни, такие фундаментальные. Что я придумал? Я придумал 3 года назад а, концентрироваться постоянно на ощущениях тела. Я подумал, а что если я буду медитировать не только там перед сном, там 15-30 минут, но буду постоянно ходить и постоянно ощущать центр груди. Я так делал в течение 1 года. Постоянно. У меня внимание улетало, я его возвращал. Оно улетало, я возвращал. И первые 3-4 месяца я переживал какую-то боль, напряжение было отвратительно, ужасно, неприятно. Было какое-то вот болото гадкое. А потом все стало нейтральным, потом все стало приятным и стало хорошо. Потом в какой-то момент, через год, я, з- я заметил, что замечаю не только ощущение тела, но дыхание. И начал постоянно замечать еще дыхание, как я дышу. Потом прошел примерно еще год, второй, и я начал замечать образы свои. В какой-то момент я шел по набережной со своей любимой женщиной и увидел, что вижу образы, то, что происходит у меня в голове. Я такой, вот о чем говорили, что надо наблюдать за своими мыслями. И потом прошло еще какое-то время, примерно полгода, и я начал замечать голос внутренний, который постоянно говорит. И пока я наблюдал за образами, и пока наблюдал за голосом, я заметил то, что благодаря наблюдению они становятся как будто бы спокойнее, как будто бы приятнее, как будто бы они исцеляются. Наблюдение за ощущениями сделало ощущение тела гораздо более расслабленным и приятными. Голос стал внутренне более приятным, и образы стали более приятными. И вот сейчас прошло уже примерно 3 года и, наверное, 3 месяца, примерно 4 месяца, как я вот всем этим занимаюсь на постоянку. То есть в течение всего дня концентрируюсь и пытаюсь наблюдать. И сейчас последние 3 месяца я пошел дальше в этой игре какой-то определенной и подумал, а что если я буду не просто наблюдать за образами, а буду создавать какой-то образ и на нем концентрироваться. Я пробовал разные образы и придумал, что образ света самый приятный. И сейчас я в течение дня создаю, когда вспоминаю об этом, я создаю образ света, смотрю на него и чувствую, что он меня как будто как-то успокаивает, заземляет, и смотрю на этот свет. Он как будто бы и во мне, и где-то в стороне. Ну, не суть важно, где он. А, В общем, я сейчас занимаюсь чем-то таким вот. Создаю образ и смотрю на него. И понимаю то, что через какое-то время, наверное, он а, сам будет опять-таки создаваться, перейдет в какой-то режим по умолчанию. Я вот, я не, в общем, я не знаю. Вот такой вопрос. И я не знаю даже, в чем вопрос. Какой вопрос задать?
В общем, я Я занимаюсь могу сразу чем-то ответ таким. сказать, без Да, вопросов. супер, 100%. Да-да, давай, прекрасный у тебя опыт, на самом деле. Спасибо большое за предисловие, за то, что поделился. Давай прям в него посмотрим, и здесь вот как-то постараемся вместе поглубже туда забуриться, в этот опыт, и чем он является. Во-первых, ты знаешь, впервые в жизни слышу, вот с многими общался, впервые в жизни слышу человека, который несколько лет просто постоянно вот, ну, там возвращается, возвращается, возвращается. Обычно либо быстро надоедают и как бы забивает человек на это, либо, знаешь, более часто меняется как бы, ну, там, то в одно поигрался, то в другое, то в третье, то в пятое, десятое. Ассортимент какой-то нужен уму. У тебя очень хороший опыт на самом деле. Здесь знаешь как? То, что у тебя а, происходит вот этот как внимательное рассмотрение момента, то есть вот ты начинаешь этот момент видеть, каким он есть, да, то есть вот этот прямой опыт восприятия можно назвать, это же все восприятие, да, и у тебя в восприятии проявилось там в начале само, ну, то есть как в теле, да, к примеру, ты вот, ну, то, что вот у нас называют там, к примеру, медитация випассана, вот, она, собственно, и на этом и основана, на наблюдении за ощущениями в теле. И в том числе есть вот эта тайская традиция, которая она в ходьбе, то есть ты в движении за ощущениями в теле, то есть вот оно примерно там на этом много-много каких-то разных тоже таких вот основано направлений, тоже медитативных и так далее. И вот к чему это все ведет? Оно ведет к тому, что вот как по мне, опять же, тоже я там много всего практиковал в своей жизни. Оно ведет к тому, что ты начинаешь а, вот этот момент воспринимать именно с точки зрения восприятия. Вот, ну, то есть многие называют осознанностью такое слово очень испорченное, там, аккуратно я к нему отношусь. Да, Но да. смысл, ну, такой, ну, вот если романтику все убрать, да, ну, то есть вот можно его заменить словом восприятие, к примеру, да. И вот что такое восприятие? То есть вот у тебя то, что ты перечислил, все вот твои эксперименты, они все, вот ты сказал, что ты всегда возвращаешься в момент, там, как вспомнил, вернулся в момент, и там вот что-то уже ты зачем-то наблюдаешь. То есть вот это прекрасный, на самом деле, прекрасный опыт оказаться в моменте. Потому что в моменте, вот у нас Вселенная вообще так устроена, что у нас все, что происходит, происходит в моменте, включая там меня, тебя и все, что здесь есть, оно все в моменте. И получается, что само восприятие, оно тоже происходит в моменте. То есть виртуальные вот эти такие, когда ты уплываешь куда-то там в прошлое, в будущее, в какие-то там, не знаю, там дебри вот, чего-то мышления, оно является что чем? Оно тоже происходит в моменте здесь и сейчас, просто совершается, ну, некая такая виртуализация там процесса мышления, где там, ой, что-то я там где-то в каком-то воспоминании застрял или в фантазии в какой-то и так далее, но оно тоже происходит в моменте сейчас. И получается, что здесь вот это такое, знаешь, как внимательное получается нахождение в моменте, оно на самом деле, вот как ты тоже заметил, что у тебя уже все твои эксперименты, они в навык превращаются, то есть по умолчанию происходящее такое. И вот смотри, получается, что у нас свойства наших нейросинаптических связей, из которых состоит мозг и там нервная система в том числе, ну, оно заключается в том, что мы учимся. То есть вот эта наша там нейропластичность, она заключается в том, что вот ты, если на велосипеде научился кататься один раз, тебе там заново учиться не надо. То же самое. То есть ты в моменте, когда оказался, то же самое тебе вот единственное, вот этот навык, как мы вот наблюдаем тоже в нашем пространстве исследования, он тренируется не сразу. То есть он действительно надо там навыкаться, потому что у нас Да. вот эта наученность как бы куда-то уплывать, там в какие-то иллюзии вот отождествленные, она с детства, вот мы там научены таким образом в нашей вот договорной реальности ума, что здесь кто-то есть там и с кем-то что-то там, какие-то истории происходят, и вот эти истории, они вот этот канал чистого восприятия забивают. Вот. И получается, что смотри, вот ты в своих экспериментах, ты уже научился возвращаться в момент сейчас, и у тебя уже это стало неким навыком, и вот уже тебе как бы тело ты постоянно ощущаешь, ты ощущаешь постоянно там момент, у тебя начали проявляться, опять же, то есть вот то, что образы, образное мышление, это тот же самый процесс мышления. То есть вот буквально вот мы на днях там, я тоже смотрел исследования, читал,
что такое образное мышление человека. То есть это виртуализация, получается, вот тех изображений, которые я там видел за всю свою жизнь. И я могу глаза закрыть, и у меня без участия там зрительной коры, вот как бы как восприятие, у меня может вот эта вот как бы подкорочка там формировать вот некий образ, который у меня также сам, ну, то же самое я могу представить, символ сейчас там круг, квадрат там, и они у меня представляются. То есть, в принципе, то же самое. То есть это как часть концептуализации, потому что все эти символы, как бы, они, ну, уже научены, они нами знаются. И потом дальше, вот то, что я вот увидел, важное, ты начал распознавать вот в этом потоке прямого восприятия, начал распознавать уже слова, вот то есть сам текст. Вот это очень важный тоже переход, потому что у нас, в принципе, если вот так посмотреть, из чего мир этот состоит, ну вот из чего состоит момент, да, все происходит в моменте. В этом моменте то, что мы есть вот это чистое восприятие. Вот оно, как бы никуда его не спрячешь, оно все, что воспринимается, воспринимается, да. Так и есть. Вот. В том, что воспринимается, давай теперь посмотрим. В том, что воспринимается, есть тело, которое ты уже начал воспринимать, и уже его, ну, то есть оно получается у тебя как хороший друг, тебе помогло в моменте в этом закоктиться каким-то образом. Потом происходящее, вот там образы и все, что вокруг происходит, вот этот, называем внешний мир, скажем так, да, он тоже есть, и он тоже всегда как бы происходит, и он всегда воспринимается. Что есть, ну, там, что происходит сейчас, там, что есть, то есть, как говорится. И мысли, к которым ты пришел там через образы, и вот у тебя текст начал проявляться, то есть мысли — это вот там мысль либо слово. И у нас получается вот то, что мы есть как тело, вот наши там 30 триллионов клеток, оно есть как есть. Там если больно, больно, если хорошо, хорошо, там если шевелится, шевелится, там если бежит, бежится, там бежится. Вот. А уже значение как бы там куда бежится, да, там убегаю или догоняю, как говорится, оно уже придается словами, умом. И вот здесь то, что ты попал уже вот в мир слова, то, что ты начал вот в этом чистом восприятии своего момента, начал распознавать слова, вот это очень важный момент, потому что мы здесь как раз видим, что знание о слове или знание того, что такое ум, к примеру, оно как раз очень помогает открыть вот эту основу всего там мироздания, того, что мы есть и так далее. Потому что если ты вот начинаешь видеть текст, да, то есть ты начинаешь видеть слова. Эти слова, они бывают либо, ну, там, двух, скажем так, подвидов. Либо это мысли, в голове я сижу, и у меня в голове какие-то мысли, о чем-то думаю. Там могу помечтать, могу что-то вспомнить, могу что-то. И вторая их исполненность — это слово. Ну, там кто-то говорит, кто-то слышит, там, и так далее. Видится слово там в книжечке, там, и так далее. И неважно, слово либо мысль, мы берем сейчас не физиологию, там, как создается в нейросинаптических связях вот в этом пространстве вычислительном, сама мысль, и как она там через организм дальше уже говорится как слово. Мы берем информационную составляющую этой мысли. То есть вот, ну, та самая вот эта понималка, как мы ее называем. И вот эта понималка, она является самым прекрасным показателем вообще того, что вообще здесь происходит. Потому что вот смотри, у тебя то, что тело, да, ощущения, они у тебя все равно словами описаны. Там хорошо, плохо, там холодно, жарко, там давится, колется, режется, там болится и так далее. Вот. То, что происходит в описании мира всего там вот окружающего, это тоже там, не знаю, улица, фонарь, аптека, елка, там кошка, собака, там рука, нога, там голова. Это тоже слова, слова, слова. И потом дальше, если мы идем еще вот в мир внутренний, как мы говорим, там, кто такой Николай, да, то мы открываем то, что ты, тот, кто ты есть, это тоже только по тексту описание существует, и за его пределами нет вообще ничего. То есть если сейчас из вот истории Николая, вот ты рассказал историю жизни своей, да, ну там кусочек сейчас, и если из нее все слова убрать, что будет? Там ничего нет, ничего Да, нету. вот, то есть как бы ничего нету. И тогда мы Как будто приходим. статью прочитал, Да, да, именно. как, Книга жизни мы ее как называем. будто статью до конца прочитал, а там дальше статьи ничего нету.
Да, Типа сайт да, закончился, все. да, да. Вот так вот это все слова. И смотри, получается, что если вот эти все слова просто взять в кучу, да, у нас можно назвать ум, можно назвать язык одинаково на самом деле. То есть, у нас с тобой словарный запас там плюс-минус там 5-10 тысяч слов. Ну вот. Может быть, даже на двоих. Вот. Ну, там не будем гнаться за большими показателями, как, короче, есть. И вот смотри, вот эти 5-10 тысяч слов, ну, это просто по статистике у современного человека примерно там такое количество. Это все, что есть. Это все, чем я могу описать себя, там, мир, Вселенную там или там что-то еще. Больше нет ничего. И вот эти слова, если всех их убрать, то у нас ничего не остается. У нас не остается никакого описания мира вообще. То есть также в моменте вот все происходит, Вселенная происходит, тело происходит, там также могут быть реакции в теле какие-то, ощущения, чувства, но описания так как нет никакого, то есть это просто этот момент, он абсолютно чист, включая слово «момент» и вообще от всего, что в этом моменте описывается. Понимаешь? Да. Я прямо сейчас я могу сказать, что с одной стороны я понимаю, да, но с другой стороны у меня были моменты, в общем, у меня были моменты, когда эти моменты недвойственности у меня были, когда я сидел с закрытыми глазами просто на кровати. И я понимаю, что прямо сейчас я все это рассказываю, Рома, тебе тоже в моменте. И в какой-то момент я ощутил просто какой-то нереальный кайф, какое-то нереальное удовольствие, нереальное счастье. И я почувствовал, что и сел с закрытыми глазами, чувствовал, что меня вот сейчас вот нету. Какой Коля? Нет никакого Коля. И одновременно, как будто бы я это весь мир, и одновременно, как будто меня и нету вообще нигде. И я открыл глаза, посмотрел и понял, что вот диван и моя рука. Я не вижу разницы между диваном и моей рукой. Стена, стол, все остальное. Вообще разницы нет. Я вышел на улицу, пошел на остановку, мне нужно было доехать до друга. И я шел по улице, смотрел на людей, и все люди как будто в этот момент смотрели на меня какой-то бесконечной просто любовью. И одновременно я понимал, что вот нет никаких людей, чувак. Это ты сам себя смотришь, на себя смотришь вот этой любовью бесконечной. И я думал, господи, какая любовь. Какая бесконечная любовь меня просто переполняла, просто поток любви во всем. И когда я сел в маршрутку, я ехал к другу, и я чувствовал, что, в принципе, чувак, ты сейчас никуда не едешь на самом деле. Кажется, что да, есть какое-то движение, но никакого движения нет. Вот он момент. И это все вот какая-то вот игра в движение. И я пытался потом другу все это рассказать и понял, что я не могу не могу никак это рассказать, потому что это все просто слова тоже. Как Да. это можно передать? И и у меня такие опыты происходили периодически. Они происходили, а потом они как будто начали успокаиваться, устаканиваться и начали становиться какими-то более, не знаю, более спокойными, более нейтральными. Я не знаю, но Мгм. как работает у нас дофаминовая система, хочется опыт повторить. Ты всегда стремишься к какому-то вот этому удовольствию. И я такой, так, мне это нужно, я хочу еще дальше, дальше. Почему я и концентрируюсь вот в течение 3 там, с лишним лет, в течение всего дня пытаюсь наблюдать. И я прочитала, мне нравится, кстати, Ром, то, что ты очень много говоришь про науку, потому что я прочитал тоже очень много научных статей, книг, там, мне очень понравилась книга «Внимательный мозг», Мгм. а, я не помню, как зовут, Дэниел Сигел, по-моему. И мне очень понравилась маленькая книжка «Юга Сутры» Патанджали. Я думаю, господи, Патанджали, спасибо тебе большое. Ты явно прошел этот путь, ты явно очень много концентрировался. Ты так хорошо все описал прям по шагам. И я не знаю, что мне нужно делать, но я продолжаю наблюдать, продолжаю концентрироваться и вижу, что как-то это все развивается. Я не Мгм. знаю. Я Хорошо. не знаю. Давай я тебе И одновременно я подхвачу. очень устал в этом. Я хочу сказать, это Я очень понимаю. тяжело. Постоянно прикладывание усилий.
и я как будто как маховик пытаюсь его раскрутить, как на велосипеде. Вот ты говорил про велосипед. Да. Мне очень нравится ездить на велосипеде, и это просто... Ты едешь на нем, и ты просто кайфуешь уже. Ты приезжаешь 10, 20, 30, 50, 90 километров, едешь, и ты прикладываешь усилия, и в этом есть кайф. И как будто в наблюдении, в концентрации, в осознавании тоже это одновременно и усилия, но в этом одновременно есть какой-то кайф. Вот. И ты понимаешь, что нужно это делать, продолжать. И в сам момент осознавания есть такое ощущение, что я делаю на 100% то, что нужно делать. Как будто бы этот момент идеален, как будто это самое Да. правильное действие, которое сейчас необходимо, которое нужно, и лучше этого действия быть просто не может, я не знаю, просто и я весь в этом. И одновременно я устал. Вот, одновременно это очень тяжело, но я продолжаю. Да. Поэтому я вот пришел сюда Прекрасно ты, пообщаться. прекрасно ты пришел. Вот, предлагаю с тобой пообщаться действительно, может быть, не, ну, и за рамками, в том числе, этой встречи, потому что прекрасный опыт, и тебе осталось совсем немножечко для того, чтобы этот опыт стал вот самой жизнью. Смотри, самое главное, что ты уже вот по наитию, можно так сказать, оно как по наитию, просто оно происходит, как происходит. То есть у тебя уже произошло, скажем так, ты начал в моменте распознавать свое тело, ты начал в моменте распознавать образы, начал распознавать мир, начал распознавать слова. И самое главное, что вот эти все опыты у тебя, я тебе сейчас прям очень, ну так вот внимательно, пожалуйста, а, очень четко укажу вот в этот именно тот самый опыт, в котором никакой дофамин там вообще даже не присутствует, а кайф как бы он такой задофаминовый получается. Смотри, вот когда у тебя ты описываешь опыт, опять же, сейчас мы обязательно в момент вернемся, ты описываешь опыт, вот, который ты назвал недвойственностью, когда там вот растворилось, и вот оно, то, что есть, оно просто пошло, там вышло, там в автобусе проехалось. Вот это просто состояние отсутствия, там можно так его назвать, да? Был ли там в этом опыте кто-то, кто вот Коля, кого зовут? Ну, то есть там прям вот, там был какой-то Коля, который вот меня прям прет так вот замечательно. Как бы подольше это происходило. Думаю, тогда в этом опыте еще был. Но этот опыт, который я описывал, был давно, на самом деле. Да, просто вот, Именно вот этот конкретный опыт, который я писал, он был в 22 года, а сейчас мне уже 35. Он возникал много раз, ну, раз 10 возникал так ярко. А потом, мгм. будто бы он возникал, но был каким-то более, я не знаю, нейтральным, незаметным, чем-то каким-то эфемерным таким был. Ну вот смотри, я тебе могу сказать, что сам опыт вот этой недвойственности, да, то, что там как раз стирается граница между тем, вот кто ты, про кого ты рассказываешь, и всем происходящим. Иначе это не опыт недвойственности, то есть это иначе это все равно двойственность, что есть кто-то, с кем это происходит, кто это воспринимает, чьим это опытом является. И прикол заключается в том, что вот это все, что ты есть, да, тело, ты сам пришел к тому, что ты наблюдаешь это тело, и оно как бы наблюдается. Но кто ты в теле? То есть здесь вот ты рассказываешь историю про себя и про свой опыт, в том числе недвойственность и другие, вот эти там, ну, как темы, которыми ты занимался, с которыми ты идешь вот сейчас там вот в этот момент поглубже в исследовании. Кто в теле? То есть Коля. То есть ты наблюдаешь это тело. Вот она рука, ты же ее видишь, она же наблюдается. Да, да, и Вот. есть, наблюдающий всегда есть. В принципе, наблюдающий никогда не исчезал. Никогда не исчезал, у него нет Не свойства, исчезал, он да. неисчезаемый. А, Он не спит там, в отпуск не ходит, у него выходных нету тоже там типа. Но вот смотри, то есть Я кто думаю, вот этот наблюдатель, понимаешь? То есть он наблюдает, то есть тело наблюдается, но в теле нет того, кто ты. Кто в теле, тот, кто ты. Давай посмотрим, просто чтобы тоже, ну, сразу в этот момент попасть четко. наблюдающий чувак всегда есть какой-то. Да, но Наблюдение происходит бесконечно. он в теле Ага, я где? думал, Просто вопрос. нигде. Я пытался смотреть. Я когда Да. концентрировался на ощущениях тела, я пытался смотреть за собой, как будто бы вот так со стороны.
Потом я Да, создавал еще один взгляд, я смотрю как будто бы на него отсюда, а думал, а я же могу и на него тоже смотреть вот да, отсюда. И я, в принципе, могу хоть 100, хоть миллион их создать наблюдателей. И да, наблюдать за наблюдателем бесконечное количество раз. Я понял, да. что наблюдатель всегда есть, он никуда не девается. Класс. А вот кто тот, кто вот как раз на пике этого ощущения, кто вот это все наблюдает, кто там здесь, кто создает эту точку, кто другую точку, кто тот, кто наблюдает это? Вот давай потоньше туда посмотрим. То есть вот он наблюдатель, а кто наблюдает за наблюдателем? Потому что вот когда ты говоришь наблюдатель, это уже слово наблюдатель, оно уже проявленное, уже у тебя какой-то образ, что здесь есть кто-то, кто там отдупляет, по-русски выражаясь. Вот. А кто Да, тот, кто наблюдает за наблюдателем? То тот, кто воспринимает тело, вот полностью любые руки, ноги, голова, там чешется, колется, режется. Кто тот, кто воспринимает мысли, слова, которыми сейчас вот ты описываешь, ну и всегда ты описываешь, вот это вот здесь, это так, это переместилось, это как-то там и так далее. Кто вот этот тот самый наблюдатель, за наблюдателем в том числе? я в какой-то момент, я очень много думал об этом вопросе, Класс. очень-очень много времени думал. И я в какой-то момент понял то, что наблюдение чего-либо всегда происходит, всегда что-то происходит. И всегда происходит наблюдение чего-либо, это неизбежно. И Да, как будто я пытался очень-очень-очень много раз, как я пошел к этому, наблюдению за наблюдением. Я да. пытался увидеть этого наблюдателя бесконечное количество раз и понял, что есть наблюдение чего-либо, но если наблюдатель, я понятия не имею. Вот Я, смотри, я не здесь знаю, но наблюдение есть. Что-то смотри, наблюдается, что-то есть, а если он, я не знаю. здесь очень важный момент. Вот здесь мы сейчас прям четко с тобой как бы отделим мух от котлет. Смотри, наблюдатель, да, ты говоришь, я пытался там увидеть наблюдателя. Вот это я пытался увидеть наблюдателя, это уже наблюдатель это воспринимал, понимаешь? Любое напряжение, любая попытка, любое, вот что бы ты там ни сказал А, или там Б, или слово, или я, оно уже воспринимается, оно уже воспринято. То есть получается, смотри, какую бы ты модель восприятия, вот прикольно, что ты этим занимался, у тебя же уже так на это, ну, там, мозоль накатана, как говорится. Смотри, а, то есть любая форма, какую бы ты ни описал, а это так и есть. То есть если ты 100 раз задал такой вопрос там и 100 раз посмотрел, а оно Да, 100 раз, да. тысячу, то есть оно включено. Там можно бесконечно до конца жизни сидеть и потом там детей научить сидеть и задавать этот вопрос, чтобы они внуков научили. Но ответ не придет никогда в этом, потому что смотри, важный момент. Как эта жизнь, ну, как она вообще, эта жизнь из чего состоит. То есть как момент восприятия. Вот ты правильно говоришь, всегда что-то происходит. То есть у нас вот этого рубильника там не происходи, его нету. То есть даже вот в глубоком сне, да, казалось бы, вот отключается. То есть вот, ну, сейчас и ученые много изучают это состояние, а там на самом деле тело-то не отключается, оно как бы гудит там, все нормально. И вот это воспринимание, получается, этого момента глубокого сна, оно тоже происходит. Просто оно не как вот этот наркоз, когда вот там, ну, как бы раз момент выключился, включился там, а когда будет наркоз, там, не, ну, как бы не отдупляется. Восприятие всегда происходит. Ты правильно сказал. И это восприятие, оно всегда происходит, и в этом восприятии условно, да, вот опять же можно назвать, происходит что-то. И вот это что-то, это 100% всего, что происходит. И в это что-то, воспринимаемое, включены вот эти все истории Николая, все вот эти там попытки увидеть наблюдателя и так далее, они являются историей. То есть, понимаешь? То есть ты в Да, уме как бы понимаю. пытаешься в моменте восприятия, в уме пытаешься создать модель, а кто воспринимает, но эту модель в процессе восприятия уже воспринимает тот, кто Да, я воспринимает. понимаю. Понимаешь? И туда, если вот смотри, разворачивай внимание и смотри туда сейчас, кто воспринимает эти слова, кто воспринимает это тело. То есть сам момент чистого восприятия, он происходит, и он никто. То есть он ни с кем, он никак и никогда, ни почему, ни зачем и так далее.
Есть такое? Да, можно М. сказать, опять возвращаясь к этой статье в интернете, на каком-то сайте. Есть страница, есть статья, и вот есть этот белый фон статьи. И как бы этот белый фон статьи как будто бы воспринимает вот эту статью. И что-то такое. Вот смотри, здесь мы прям давай с тобой вообще придем в ясность, в точную ясность. Здесь как раз помогает знание слова. Смотри, ты любую модель восприятия, которую вот 1000 раз ты там задавал себе вопрос, а кто воспринимает, у тебя был я, кто задает вопрос, и у кого там из слов рисуется эта модель. Правильно? То есть она не может нарисоваться никаким образом без участия слов или мыслей. То есть эта модель, Да, может быть вот это, а может быть вот это, а может быть вот это. Правильно? какое-то объяснение, какая-то картинка должна быть обязательно. Да, Да. да. И оно всегда воспринимается. И здесь мы приходим к тому, смотри, что знание слова, то есть у тебя есть ментальная модель мира, которая там заключается в том, что есть ты в этом мире, что там ты воспринимаешь, к примеру, и что есть что-то, что воспринимаемое. Вот это все что-то, мы туда упаковали все, там и тело, и ум, и мысли, и слова, там вот, пожалуйста. Вот, к примеру, такая упрощенная модель, да, а она может же там блуждать в лабиринтах долго. Вот. И у тебя вот эта модель ментальная, она это также точно, вот как ты говоришь, это просто текст, который в книге у тебя, там вот в том, что мы называем ментальная модель ума, у тебя просто вот есть представление, что вот там модель мира, она такова. И оно все у тебя объясняется по тексту, то есть все оно состоит из слов, включая, самое главное, слово «я». То есть вот ты вот говоришь, рассказываешь про свой опыт вот с самого начала, и ты говоришь, что я там воспринимал, со мной происходил опыт, да, я задавал вопрос, и я получал там ответ на него, там, и у меня был такой-то эксперимент. И вот мы сейчас вот это я давай прям достанем, вот с кем эта вся история происходила. И посмотрим, а что это такое я. То есть вот с точки зрения того, что вот, ну, как вот по тексту оно происходит, я – это буква текста, которую то, чем ты являешься, воспринимаешь, ну, вот как бы ты можешь миллион раз «я» сказать, и всегда оно там будет вот, ну, некой буквой, словом, которое воспринимается. Правильно? Я начал в какой-то момент смотреть, вот за эти особенно 3 года начал смотреть на это я как будто бы на нейросеть. Вот она обучена на каких-то данных, и она какая-то вот есть. И она как-то живет. Я не могу в моменте взять такой переключатель сделать, типа якобы там, допустим, у меня были какие-то события, я не знаю, в детстве там какие-то негативные. И я всю жизнь рос, и всю жизнь периодически у меня какие-то мысли всплывали об этой ситуации. Да. И я обучался на каких-то данных, на своих родителях, друзьях и тому подобное. И я думал, что есть какая-то вот такая вот эфемерная, бесконечно движущаяся штука. И я подумал, что я могу с этим делать вообще? Как я могу дальше, в какую сторону это направить? Вообще, как это исправить, как это, не знаю, оптимизировать, улучшить? Как бы я хотел, чтобы это оптимально как-то выглядело? И я и таким и блин, Но вот сейчас посмотри просто, кто этот я, который со всем этим там упражнялся. То есть кому этот образ приходил, кто это все сочинял там и так далее, кто вот это да. все детство видит, кто этот я. Опять же, посмотри. То есть вот смотри, здесь, очень важно, вот она ясность, она приходит прямо в моменте. То есть смотри, прямо в моменте сейчас вот происходит определенный текст, да, вот текст там вот «Я Коля, житие мое», там, вот мы так шутим. Вот, книга жизни, которая, да, там вот эта история, там я, там со мной то-то происходило, я там со мной то-то может произойти, там и так далее, вот со мной то-то что сейчас происходит. Оно все в словах как бы сейчас описывается. Вот это словесное описание. И вот это словесное описание, смотри, если этот текст, причем вот ты любой может текст про себя, любую историю жизни рассказать, сейчас момент описать, сделать какую-то фантазию, там какой-то образ тебе придет, опять же, точно так же знаемый там в словах, там что мне видится, какую-то там, не знаю, там модель будущего создать или модель настоящего. И все это у тебя будет происходить в чем? В словах. То есть если слов нет, вот как ты вначале уже заметил, то нет ничего. То есть здесь описания нет никакого, и Коли там ни Ромы никакого нету. То есть нет ни одного слова. Просто вот как раз белый лист.
чистый экран. И получается, смотри, вот эти все истории, там, что со мной происходит, как я воспринимаю, кто там воспринимает, вот это я, оно всегда уже воспринято. И получается так, как ты в моменте сейчас живешь, как и все происходящее, как и вся Вселенная. И в этом моменте, опять же, вот ты уже возвращаешься в момент через тело, в момент через слово, в момент через образ. И опять же, вот эти все вопросы там о том, что происходит в моменте, и кто здесь там, кто, тот, кто наблюдает, они тоже точно так же возвращение в моменте. И вот ты уже в моменте здесь, сейчас, вот прямо сейчас мы с тобой в моменте находимся. И в этом моменте, если просто мы каждое слово вот из твоего повествования, там, книги жизни вот сейчас сюда там вытащим, и давай посмотрим из этих слов просто, кто эти все слова наблюдает. Вот кто вот это я, вот ты говоришь там, я, там со мной был вот этот опыт, я вот этот задал вопрос, я там получил этот ответ. Кто этот я? Снова. Я пытался увидеть этого я очень-очень много раз, и Но вот кто единственное, к тот, чему кто я пришел, пытался? и что я... Вот ты говоришь сейчас, я пытался увидеть, вот кто Да, прям сейчас говорит. То есть можно истории там про будущее, давай сейчас отрежем если будущее, заглянуть, прошлое, момент просто. Мы с тобой прям если в заглянуть моменте на сейчас. него, если заглянуть на это, кто говорит, я пытался, вот сейчас, вот, Да, да, то за конечно. этим я пытался, как бы ничего нет, просто темно, и все, как бы, вот такое я пытался. Вот смотри, да, давай модель, За я пытался, за словом я пытался, ничего нет, как будто бы. да, смотри, я пытался, то есть тот, который я и который пытался, он кто? Нет ничего, ты говоришь, да? Там за ним ничего нет. Но М. одновременно при этом, как будто бы вот я смотрю туда, на я пытался, и не вижу здесь ничего. Но одновременно я как будто бы смотрю на жизнь, на материальный мир и тому подобное, и думаю, а что я с этим могу сделать? Как я могу себя проявлять и тому подобное? И я думаю, что ну вот я сейчас есть в этой жизни, там есть тело и тому подобное. Как бы я хотел, чтобы это выглядело? Я думаю, я бы Вот. хотел, чтобы это выглядело как-то классно, как-то кайфово, как-то приятно, типа, как-то созидательно. Я думаю тогда, а что мне тогда делать? Я думаю, тогда я займусь вот каким-то таким действием, каким-то бизнесом, который будет приносить какую-то пользу, какой-то кайф и какое-то наслаждение мне самому, и наслаждение, и ну, как, что-то приятное людям. И я думаю, и я начинаю как-то вот в это уходить больше, в какие-то действия жизни. Да, и кто такой вот этот я, который ты опять Вот снова этого я не воспроизводишь и знаю. говоришь, и я Этого там, я и не знаю. начинаю вот там вот это со мной происходить, еще одна как бы форма описания в словах, ты начинаешь снова описывать, и я начинаю там это представлять, со мной вот это происходит. Кто этот я? Я не знаю. Ну вот давай посмотрим. Тогда просто, чтобы у нас никаких не было, ну, никакой возможности здесь ни в какую иллюзию сыграть. Вот смотри, прям есть конкретный вопрос, да? Вот ты говоришь, снова у тебя собирается там я, и я пытаюсь такую модель там мира создать и там создать что-то в этой модели мира. Кто этот я? То есть сейчас на данный момент мы говорим, что я– это конкретно слово, правильно? Ну, то есть слово же я. Это, да, это слово на 100%. Ну да, слово. Вот это представление о том, что вот я, вот это слово в моменте у тебя, и дальше оно там из слов какое-то описание, ну, тоже слово, 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 слово. И давай тогда вот эти слова, Да. описания, то есть ты можешь же, да, представить, что смотри, вот этот момент, момент я, да, вот то, что ты вот из тебя начинает вот это как бы сразу сплетаться вот эта история, ну, по тексту, то, что ты описание. Давай вот эти описания откинем, оставим прямо сейчас в фокусе, просто посмотрим как бы в моменте, вот это я, который, давай его удержим. То есть оно вообще без описаний может у тебя происходить? Вот просто я, и как бы и нет никакого описания. Какой я там, что Не, со мной? как будто бы не может. Как будто бы не может. Единственное описание, которое я думал о самом оптимальном описании о самом оптимальном процессе момента. И вот единственное, к чему я пришел, через ощущение, наблюдение мыслей, образов и тому подобное, я пришел к описанию я, когда есть свет и есть наблюдение за светом, Это описание. сознание. Это Да, я понимаю, описание что это я. А описание. если вот описание сейчас И, выкинуть, и что одновременно с остается? этим И одновременно с этим описанием есть еще такое огромное нагромождение нейробиологии, нейрофизиологии, Это тоже где описание. наука говорит, да,
где наука говорит то, что если концентрироваться на чем-либо достаточно долгое время, то там сеть пассивного режима ослабнет, а сеть активного режима усилится. Да. И куча остальных разных процессов. То есть Это тоже центр описание, страха да. уменьшится, префронтальная кора увеличится, и наблюдение, осознавание станет все больше и больше. И я такой, так, я не знаю, что делать, но я буду прокачивать клевые штуки и буду постепенно таким образом само по себе будет ослабляться какие-то неэффективные штуки, неоптимальные штуки. Я буду прокачивать, типа, постараюсь стать максимально оптимальным каким-то. Да, это тоже описание. Теперь снова возвращаемся в начало. Есть я. И вот сейчас вот это я у тебя снова воспроизвело как бы описание про уже там про нейрофизиологию, префронтальную кору и так далее. Но это тоже описание. И мы говорим, что если просто вот это я одиноко оставляем, а описания нет, что остается? Ну, то есть просто чтобы почувствовать вот эту как бы в моменте сейчас происходящую, ну, как явление, давай так его назовем, явление, вот это я, которое без описания, что это такое? Явление «я» без описания? Да. Мне нужно на это посмотреть, мне нужно увидеть картинку какую-то или что мне нужно? Я не понимаю задачу до конца. Я не знаю, у меня тоже задачи нет никакой. Мы просто общаемся, исследуем. Смотри, вот нет, ты просто говоришь, что я, да, и начинаешь описывать. Я тебе говорю, что вот если просто это я, выкинуть все описания, то, что ты про себя описываешь, что на этом месте остается или чем оно является? Оно ничем не является Ну, оно просто я, как, каким-то... ну, я буква, да, там, к примеру, можно представить. Но мне кажется, у меня все равно появляется какое-то представление, но я могу представить это я как чем-то очень, очень тонким. То есть чем-то за Это тоже рамками, чем-то описание. более тонким, да, чем-то более тонким, чем атомы, электроны и тому подобное. Более Да, тонким, чем, не знаю, бозоны Хиггса и тому подобное. Чем-то более тонким, 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 что это, невозможно это почувствовать и тоже, тому подобное, это но оно тоже все еще описание. есть. Да, и как будто бы Понимаешь, оно какое-то вот чем такое. от перемены мест, как говорится, там слов, смысл не меняется. То есть ты можешь описать там, что Да. это тоньше, чем бозоны, ты можешь описать, что это там вселенский оргазм, ты можешь описать любым другими словами, это тоже слова, слова, слова и описания. Понимаешь? То есть вот смотри, то есть как бы мы из текста даже не вышли с тобой. То есть вот просто присутствует я, да, и ты вот продолжай свои истории рассказывать, что а я думаю вот так, а я думаю вот так, а я думаю так. И вот у тебя, конечно, оно уже у тебя, я там то, что условно назвал мозоль, да, там, ну, как бы она там уже наработалась вот из этих описаний, там, задаваний вопрос, кто я, думание об этом, научных представлений и так далее. Но это все слова, это все как текст, оно по тексту происходит. И посмотри, что вот обрати внимание, что есть я, просто как буква я, ну, как некая центричная такая, ну, как центр, вот как бы там внимание там на меня, как говорится, внимание на середину, на я. И смотри, оно как бы дальше вот следующего слова, смотри, вот там есть я, да, и следующее слово сказанного, его нет просто. Ну, тут просто нет никакого описания ни про тонкость, ни про толстость, ни про там наблюдение за наблюдением, ничего просто. Вот оно как бы. Что это? За всем нашим диалогом, пока мы общаемся, у меня одновременно присутствует идея. А вот наш диалог, а вот есть как будто бы большая идея. И эта идея связана как раз с наукой, вот с нейробиологией и тому подобное. То, что а, а, как будто бы я не могу вот то, что ты говоришь, мне кажется, познать в моменте сейчас. И то, что мне для этого нужно еще какое-то время наблюдать, какое-то время концентрироваться и, знаешь, трансформировать свой мозг. И только когда я проделаю практику до какого-то определенного момента, только тогда, типа, я осознаю то, что ты говоришь. То Да. есть, когда мои Это сети тоже, да. перестроятся, когда это все произойдет. Типа, мне нужно время. И якобы когда я тебя слушаю, я Мгм. слушаю тебя как абсолютную истину. Но одновременно с этим, как будто бы, я понимаю, что я не могу осознать на 100% то, что ты говоришь, потому что я еще как бы не прошел этот путь и не проделал еще свою практику до самого конца. Можно сказать, не настроил свой мозг в какой-то оптимальный режим.
Типа он Да, все еще не оптимальный, и я его настраиваю. И мне нужно все еще его настроить до какого-то момента. да, Вот. вот смотри, Одновременно с этим есть это. это демонстрация еще одного описания «я», которое создало модель будущего. То есть оно к этому моменту, там, к тому, вот, что мы рассматриваем, вот это «я», не имеет никакого отношения. Это что там надо еще сделать для того, чтобы что-то было. То есть оно как бы уводит, но опять же там снова возвращаемся в момент. Вот. Ну, то есть мы же, смотри, мы исследуем момент присутствия, момент восприятия. И нам любые по тексту создаваемые модели, вот ты сейчас хорошо их, у тебя прям хорошо они создаются и в науку, там, и в будущее, и в прошлое, и, там, из истории, из момента, и какой я, и чего я. Но вот опять мы снова, опять раз история создалась, да, она точно так же текстом является. И мы этот текст просто, ну, то есть ты этим текстом-то не являешься же. То есть ты есть то, что вот сейчас прям присутствует. Вот ты вот свой жизненный опыт показывал, да, рассказывал, что ты постоянно возвращаешься в момент, постоянно возвращаешься в момент. Но в этом моменте того текста, который там что-то нужно сделать в будущем, чтобы что-то понять, ну, там этого нету. Это просто, ну, виртуальная модель как бы. Того, что с тобой происходило в прошлом, уже как опыт какой-то произошедший, который описался, который был такой, потом стал другой, его тоже не существует. Вот прям давай в моменте сейчас, вот, потому что мы смотрим в момент. Но я, с одной стороны, согласен, но с другой стороны, в этом моменте у меня э, есть такая идея, очень большая, то, что есть, допустим, тот же Будда или Патанджали, которые, там, Будда шел 6 лет, практиковал, что-то делал. Я смотрю через науку на его мозг, через нейробиологию, я понимаю, что прокачивал свой мозг, но в какой-то момент дошел до этого момента, когда с ним это случилось. Ну, то есть в какой-то момент у него мозг стал работать в оптимальном режиме. И одновременно с этим у меня есть идея таких людей, как там Романа Махарши, Толли, либо там Роберт Адамс, с которыми это произошло просто вот так вот. Хоп, они просто жили своей жизнью в 14-16 лет или что ли в 29 лет. Просто как будто бы был какой-то феномен в их мозге. Ну, у них как-то был, я не знаю, но у них как-то был развит мозг так, как-то был так создан, так сделан, то, что с ними это случилось, но это очень редко происходит, как выиграть в лотерею 2 раза, я не знаю, это в миллионы долларов. И Да. мне кажется, что я это такой чувак, как типа Будда или там Патанджали, которому нужно хреначить год за годом. И только когда я проделаю свою практику до какого-то определенного конца, финала, это со мной произойдет. Да, Вот. смотри, здесь И я... одновременно с этим, извини, пожалуйста, что перебиваю, и одновременно с этим, мне кажется, как будто бы ты мне хочешь сказать, что, чувак, тебе не нужны годы, как будто бы ты прямо сейчас можешь это понять, прямо сейчас можешь это осознать. А я как будто бы думаю, что да я не могу сейчас это осознать, типа, это невозможно. Вот у меня такая мысль. Да, да, Вот. Коль, вот смотри, прекрасно, здесь абсолютно все вот прекрасно происходит, образом там великолепным. Как происходит? То есть, истории того, с кем там что происходило, как, и кого как там, у кого какой мозг был, у кого какая там культура была, кто во что верил, кто во что не верил, с кем какое чудо произошло. Их много на этой планете Земля, и много мудрых людей на самом деле, и там много научных людей. Но мы опять же вот сейчас говорим, что вот сейчас есть момент, прямо сейчас. Ну, то есть вот сейчас есть то, что сейчас есть, да. Истории можно, я знаю огромное, вот реально знаю огромное количество людей, которые вот просто живут в этих историях, из этих историй не выходят. То есть не выходя из этих историй, начинают жить какими-то цитатами, там вот этими сатсангами, книжками и так далее, но это тоже не помогает. То есть это вот как бы просто как будто Вообще там нет. в виртуальности в какой-то живешь. А мы сейчас, вот то, что вторая часть тебя, которой нет, которая истории не рассказывает, а которая вот как интуиция проявляется, она как раз в этом моменте, и вот то, что ты там на чем ты закончил, она так вот ощущает это, ну, знаешь, как естественность этого происходящего. То, что, смотри, любая история,
либо любая фантазия, любая история твоего прошлого, другого человека из прошлого, какой бы там ни был просветленный учитель, там, или вот там Будда и так далее. Любая проекция того, что там что-то нужно сделать для того, чтобы что-то произошло, это вот по тексту оно происходит точно так же, вот там текст-текст. И мы говорим, что сейчас вот для тебе, для того, чтобы вот опять же ты постоянно стремишься в момент, чтобы увидеть этот момент, не нужно никаких практик, там не нужно, то есть вот эта вся там тема по поводу нейропластичности, перестройки восприятия, она абсолютно присутствует. Но она не работает, вот здесь вот пойми, очень важно, еще очень хорошо, что ты там научные знания там читаешь, смотришь и понимаешь их. Смотри, важно про велосипед. Я тоже обожаю на велосипеде, там объехал, не знаю, там уже много где был. Вот. Смотри, это навык, Круто. да? То есть смотри, вот прям прямая аналогия тебе, вот почувствуй ее, прям прочувствуй ее, что если ты хочешь кататься на велосипеде, у тебя идея, вот как ты говоришь, у меня идея возникла, начать кататься на велосипеде. И здесь, вот мы с тобой встречаемся, я тебе говорю, Коль, ну вообще не вопрос. Покупаешь велосипед, садишься на него, и прям ты вот как бы ты же на велосипед садишься в моменте, здесь сейчас, и крутишь педали в моменте. То есть у тебя происходит прямой опыт научения. Упал там пару раз, поднялся, там отряхнулся и там в какой-то момент поехал. И вот то, что сейчас мы демонстрируем с тобой вместе, вот смотри, точно так же я тебе говорю, Коль, покупай велосипед, там, погнали. А ты говоришь, не-не-не, ты знаешь, вот я знаю там нескольких чуваков, которые на велосипеде умели кататься там когда-то в каком-то веке, и у них это так круто получалось, там кто-то там с закрытыми глазами даже катался, я знаю, там читал про это, а кто-то там катался вообще там без ног и без рук там и с закрытыми глазами, а кто-то еще там внутри шара вот так вот крутился. И вот ты мне это рассказываешь, как бы, я говорю, не-не-не, Коль, там, что, ну, там, как бы, ладно, рассказы, прекрасные эти люди, там, прекрасный опыт. Давай прямо сейчас велосипед там, вот, как бы возьмем и покатимся, прям в моменте сейчас. Ты говоришь, да не, смотри, а я вот думаю, что мне там сейчас надо еще там какие-то там вот практиковать, там что-то прочитать про это, узнать, там поговорить об этом и так далее, и пройдет еще сколько-то там лет для того, чтобы я начал кататься на велосипеде. Я тебе говорю, да ладно, хрен с ним, да, ну, как бы там, возможно, это надо, может, не надо, но прям давай уже сейчас покатимся на велосипеде в моменте сейчас. И таким образом у тебя все вот эти там нейропластичности и так далее начнется навык создаваться. А ты говоришь, а у меня есть еще теория относительно там научная, там, как это произойдет и так далее. И то есть вот вокруг этого момента прямого опыта происходящего, вот просто сесть на велосипед и покатиться, вот эти тексты создаются. Там примеры из твоего прошлого, когда я там пробовал, у меня не получалось, или когда у меня там спонтанно это вот приходило, а потом как-то уже не так. То есть вот эти все рассказы, они есть, они имеют место быть, с ними все в порядке тоже. Ну, то есть мы смотрим прямо в момент, давай, вот, то есть сейчас момент-то он один, и здесь, опять же, в этом моменте распознать, кто ты есть, и уже в этом моменте сесть вот на велосипед, как говорится, просто увидеть это, то, что ты есть. И дальше уже это навыкновение, оно само происходит. Ну, то есть оно действительно происходит само, потому что ты уже в этом моменте находишься тем, чем ты есть на самом деле. И уже тем, чем ты есть на самом деле, то есть ты не теориями вот этими, какой я, кто я, что со мной там должно произойти, чтобы это произошло, либо что со мной уже происходило, вот оно как бы туда-сюда, но в моменте в самом вот этой ясности не присутствует. Поэтому вот смотри, самое главное, что все происходит в моменте, нет каких историй, прям сейчас их откидываем. В этом моменте без историй, но вот присутствует я, и дальше со следующего слова, вот заметь, у тебя со следующего слова создается либо там прошлое, либо будущее, либо там какая-то, ну, там, теория чего-то, там, какое я, чего-то. Но на самом деле этот момент, в этом моменте, то, чем ты являешься, оно воспринимает вот эти все там слова, буквы и так далее. То есть любое слово, оно воспринимается. И воспринимается, вот смотри, как ты изучал, вот оно на самом деле так и есть. То есть просто в моменте этот опыт, вот чуть-чуть тебе нужно в него оттолкнуться и прям вот как в свободный такой полет просто попасть вот в это пространство безусловной свободы самого момента происходить. То есть смотри,
у тебя получается вот этот момент, он сейчас происходит, прямо сейчас, не теоретически, когда-то с кем-то, чего-то, кто-то как-то описывает нейронауки там и так далее. Прямо сейчас вот эти слова ты слышишь. И вот сейчас прямо этот момент, он воспринимается. Вот как ты и говорил, у тебя уже вообще вокруг да около прям очень-очень-очень, вот ты близко как чиркаешь, я вот говорю. Этот момент, в нем что-то происходит и что-то воспринимается. Но здесь самое главное направить тебе вот этот вектор, получается, как, знаешь, как вот энергию самого момента, знания самого себя, направить на то, кто здесь, кем воспринимается. Вот это очень важный, такой прям ключевой вопрос, и он очень короткий и очень хорошо помогающий разобраться. Потому что смотри, у тебя, ты слышишь любое слово, кто его воспринимает? То есть ты смотришь, как слово, оно воспринялось. И любое описание того, кто воспринимает, оно тоже в словах, и оно уже воспринялось. То есть нет никого, кто воспринимает. Кто в теле? То же самое. Набор слов, там набор описаний, набор ощущений. Нет никого, кто собирался бы здесь в какого-то персонажа, я Коля, и там в кого-то я превращаюсь здесь. То есть чистый поток восприятия, как динамический такой, ну вот как динамический процесс восприятия, он сейчас прямо происходит, и ты сейчас слышишь слова, и у тебя сейчас параллельно могут мысли возникать, идеи, там, модели какие-то и так далее. Точно так же ты воспринимаешь тело свое, и оно воспринимается. А кто воспринимает это тело? Мы смотрим, и нет никого тоже. То есть никогда не собирается какой-то вот этот вот кто-то, я есть Коля, который здесь живу, я есть Коля, который здесь, там, я в этом слове есть, я в этом теле есть и так далее. То есть ты динамический, чистый процесс восприятия, который вот это тело, слова, мысли, все модели, прошлое, будущее, рассказы, истории, там, знания, науки и так далее, все вот этот весь массив воспринимает. Но тот, кто воспринимает вот это «я», его здесь нет. И здесь Да, вот любая модель, какая бы из этого вот момента, прямо вот здесь момент, вот заметь, любая модель мира, какая бы здесь ни стала бы вот начинать как обретать контуры и начинала бы заявлять о себе в виде слов каких-то, что а может это так, а может это так, а может быть мне что-то надо делать. Она точно так же, вот как ты описывал свой опыт недвойственности, когда все едет, а ничего не едет, как бы остановка, полная остановка мира происходит. Вот она, полная остановка мира, потому что в этом чистом процессе восприятия в нем нет никаких слов. Все слова воспринимаются, все истории воспринимаются, все ощущения в теле воспринимаются, все, что вокруг происходит, воспринимается. Вся книга жизни, там «Житие мое» воспринимается, и житие других тоже воспринимается. Но тот, кто воспринимает, его нет. Это чистый такой вот динамический процесс восприятия момента самого в себе происходящего. И главное, что его практиковать некому. И что-то там навыкать, и там где-то куда-то двигаться тоже некому. То есть эта ясность, она всегда происходит. И у тебя прекрасная есть вот эта как наработанность, да, возвращаться в этот момент, там, вот, в ощущения в теле, там, в образы, в слова и так далее. И сейчас мы с тобой что делаем? Мы с тобой просто сейчас исчезаем. Единственный глюк, который был, что здесь есть какой-то я, и вот эта вся история с ним происходит. И оставляем этот момент просто таким, какой он есть, в своей естественной свободе происходить таким, какой он есть. Вот там, что бы ни угодно ни происходило, но в нем нет никого никогда. То есть это чистое восприятие, оно происходит, как происходит. И здесь уже вот смотри, дальше ты начинаешь этот момент жить, и уже ты пошел погулять точно так же, и смотришь, а кто пошел погулять? И нет никого. Руки, ноги идут. Вот так же, как ты опыт недвойственности описывал своей, то есть дыхание дышится, а кто дышит? Ну, то есть доказано всеми учеными мира уже, что нет никого, кто там дышит. Нет никого, кто руками шевелит, когда ты идешь. Нет никого, кто ноги передвигает. Нет никого, кто моргает, там, кто воспринимает запах. То есть вот это там, оно все видится, но того, кто видит, его нет. То есть это просто процесс нейросинаптической вот этой вычислительной там какой-то, ну, вот как процесс, происходящий в головном мозге. Слышится, но слышащего тоже нет. Воспринимается запах, вкус воспринимается, воспринимаются ощущения в теле. Все это воспринимается, поток вот этого прямого восприятия идет. Но воспринимающего в этом нет.
И вот она, как бы, получается виртуальный вот этот глюк, что здесь есть какой-то я, который задает вопросы, отвечает, который воспринимает, который идет, который там двигается, существует, но его на самом деле нет. И получается, что здесь никакой практики нету. То есть здесь этот сам момент, он сам себя констатирует впрямую, как прямое восприятие. И тогда ты выходишь погулять, и оно идет, все, оно так, точно так же воспринимается. Улицы, друзья, слова, разговоры, движения, ощущения, но в этом всем никого нет. И тогда вот тот навык, про который ты говоришь, которыми обладали вот все там перечисленные тобой прекрасные, замечательные люди, он, этот навык, уже ты приходишь не к модели, каким я должен, вот, ну, как ты говорил, вот каким должен я модифицировать свой ум, и как бы как бы ты его ни модифицировал, это всегда будет тот же самый ум, будет вот эта модель, что я есть какое-то я здесь, я Коля, и я в него живу. И с вот этой, с моделью какой-то модифицированного там вот этого момента, кем я в нем являюсь и что я в нем создаю. А здесь мы, получается, мы этот момент полностью, прям полностью очищаем, полностью, это вот прям именно безусловность, абсолют, очищаем от любых проявлений «я», потому что любое вот это вот слово там, вот, ну, такое как бы сказанное описание того, кем я являюсь, или в мыслях там, или в словах, оно точно так же воспринимается. И точно так же я смотрю вот в этот весь текст, а мне надо подумать, посидеть. Я смотрю, а кому надо подумать, кто здесь? И нет никого. А может быть, я вот это смотрю, а может быть, я это что такое? Тоже слова. Кто их воспринимает? Да нет никого. Все, и тогда ты приходишь к тому, что этот момент, он становится самопроисходящим, свободным моментом, когда вот, как ты и сказал, все, что происходит, оно происходит. Но просто в нем нет, в этом свойстве момента, вот как принцип происходящего, в нем просто нет никого. Никогда. И тогда вот эти все рассказы, да, там, там поиск, там вот воспринимающий, там, да, или наблюдатель за наблюдателем. Вот, пожалуйста, наблюдатель — это слово и концепция. И как бы ты там ее не искал, она также словом и концепцией остается, но то, что ее воспринимает, пожалуйста, смотрим, а кто здесь? Нет никого. Все. И получается тогда вот этот твой момент, все происходит в моменте, вся жизнь происходит в моменте. И тогда, что бы туда ни прилетало, спонтанно прилетающее, воспоминание прилетело, ты смотришь, как бы, а кто, про кого это, с кем это происходит? Да ни с кем. В моменте уже не происходит, как слова мысли, как книга жизни, там описание, там мой прошлый опыт, смотришь, а его как бы нет того, кого он описывает. Там имя есть, там возраст есть, там события есть, это тоже описание по тексту. Но того, с кем это происходило в тот момент, нет. И тот, кто это сейчас воспринимает, его тоже нет. И тогда вот то, что ты замечаешь, то есть вот этот момент, он не становится таким, знаешь, кайфажорским, то есть вот этим дофаминовыми какими-то там вот этими развлечениями. Он просто меняет свое свойство происходящего. То есть ты просто, вот ты то, как модель вот этого, там, я Коля, и я такой-то, и со мной это происходит, я задаю такие вопросы, получаю ответы, иду в какой-то опыт там и так далее. Эта модель просто исчезает. И вот здесь вот как раз нейропластичность, она и работает, потому что ты пока не взял велосипед, пока вот этот момент ты не попал, оно и ничего не происходит. Оно просто вокруг да около, вот там нейропластичность работает на то, что вот эта модель мира, отождествленная модель, что здесь есть кто-то и с кем это происходит, она самоукрепляется, то есть самоподтверждается, и получается у тебя вот это отождествление, отождествленная мыслеформа «я», она начинает себя, ну, так, чувствовать более уверенно, скажем так. Но ее нет, это иллюзия. И когда ты прямо сейчас, не когда что там, я умом понял, там, кто понял, тоже смотришь, то есть здесь надо внимательно просто подойти к вот этой, ну, так можно грубо ее назвать, экологии момента отсутствия. То есть, и это опять же вот в твоем ключе, вот как то, что твои вот эти эксперименты по жизни происходят, да, вот, пожалуйста, ты берешь момент и начинаешь в этом моменте жить в вопросе, кто здесь. Вот попробуй. Это кайф вообще неописуемый. Там дофамина даже не надо. Ты просто начинаешь жить, и ты не находишь ни в одном моменте, то есть, казалось бы, по привычке, там, вот моя рука, там, поднимаю. Смотришь, там, чья рука и кто поднимает, и не находишь его. Вот моя мысль, и я из этой мысли сейчас там приходят какие-то воспоминания про меня. Смотришь, что такое мысли, чьи они, и воспоминания про кого, и там не находишь ни на кого. И вот этот вот по кругу происходящий паттерн, такая вот фрактальность, которая очищает именно этот момент,
которому ты стремишься и вот к которому ты подбирался с разных сторон. И прямо сейчас не надо ничего делать, ты просто находишься в вопросе «кто здесь?». И ты не находишь никогда ни в теле, ни в окружающем мире, ни в уме, нигде. Просто вот оно в этот момент, он в чистом виде происходит такой, какой есть. И тогда пропадает единственное, чему здесь вот можно пропасть, это иллюзия того, что здесь есть кто-то. Вот так это работает. Как будто бы безусловного восприятия вот этого динамического момента, в нем нету как будто вот какой-то безусловности нету, как будто бы есть все-таки что-то, кажется, что динамичность постоянно происходит, и кажется, что есть кто-то, кто эту безусловность воспринимает. И как будто бы нет безусловности именно. Вот ты сказал слово Да-да-да, безусловность, но класс. ощущение, что я не безусловен, и как будто бы мир тоже не безусловен, как будто именно безусловности нет. Но динамичность есть постоянно, постоянно что-то происходит. Смотри, вот здесь сразу скажу, вот здесь очень важно. Безусловность – это слово, да? Смотри, вот почему я сказал уже и еще раз скажу. То есть очень важно знание о слове. Вот. То есть и куда сейчас, вот сейчас еще раз тебе покажу, как это слово просто тебя приводит вот в это отсутствие полное, которое безусловностью не является как концепция, которая просто происходит. Смотри, как это происходит. То есть то, чем мы являемся чистым восприятием момента, в котором эти слова происходят, они происходят, слово есть слово. Слова, они описываются, ну, то есть, вот, к примеру, берем слово «безусловность», да, то есть это указатель, ну, некий там, как ярлычочек, который на определенную там, ну, вот какое-то там явление чего-то там повешен. Дальше в значениях своих, исполнении значений, это слово, оно обретает вот это, ну, такую концептуальность свою, как концепция, то, что мы называем. Вот. Слово «бесконечность». И вот это вот слово, оно каким бы ни называлось там и чем бы оно там ни представало, оно есть слово, понимаешь? И в концептуальности ни в одном у нас нет истины. То есть мы через, вот ты тоже в своих рассказах вот несколько раз вот этого касался, вот здесь очень важный момент, что истины нет. Вот это знание, оно всегда является в самом себе, в концептуальном мире ума, оно присутствует и знается. Вот. И оно начинает обретать какое-то, знаешь, вот ощущение, что вот это прям реальность, что это происходит прям вот. И в том числе со мной происходит, что есть какой-то я, и со мной это происходит. Но, но этого ничего нет. То есть это просто слова. И вот там нет никакого, ну там, не знаю, там, к примеру, там любую концепцию мы берем, да, она в знании есть, но за пределами знаемого ее нет. То есть любые примеры можно там вот здесь вот привести. И вот у нас так мир работает. То есть у нас есть там, не знаю, там, что такое цвет белый, да, там на самом деле во Вселенной нет никакого цвета белого, красного, зеленого там и так далее. Это только мы в уме отделили одно от другого, и оно у нас там, вот этот мир разукрасился. То же самое там бесконечность, там, я не знаю, там любые вот эти вот явления, включая там вот это «я», это слова, 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 слова. То есть это свойство конвенционального нашего договорного вот этого ума, как мы его называем. И он как бы внутри своего мирочка, он такой прям как будто реальный, такой как бы обретает реальность. Вот. Но это слово. Поэтому мы просто вот то, что у тебя, знаешь, не резонирует бесконечность, ты просто точно так же в моменте. Ты смотришь, приходит слово «бесконечность». И слово это «бесконечность», оно для самого момента, оно не нужно для происхождения, оно просто как слово приходит. И самое главное в этом слове заключается тот же самый прямой опыт. Катание на велосипеде, отсутствие, как говорится. Когда ты, то, что ты есть, это слово воспринимаешь. И в нем никогда в этом слове в самом ты не найдешь ничего. То есть это просто то слово, которое приходит вот на экран восприятия, воспринимается и может в своей концептуальности создавать какое-то понимание чего-то там, описание чего-то в этом моменте. Но то, что ты есть, это слово воспринимает. Поэтому и динамичность, и безусловность, и там, и момент, и так далее, это все вот эти те же самые слова, которые в моменте сейчас тем, что ты есть, вот этим чистым восприятием, воспринимаются. И из этого то, что ты есть, и чистое восприятие,
Точно так же мы убираем там чистое, выбираем восприятие и любые другие слова, и вот этот момент снова и снова чистый становится. И он ни про кого и ни с кем не происходит. Вот такая правда жизни. И самое главное, что мы всегда в этот момент, каким бы он ни собирался, из чего бы он ни собирался, из каких бы там слов, ощущений, микса этого всего, как бы он там ни происходил, всегда в любой момент, вот в этом чистом восприятии, мы приходим к одному и тому же абсолютно. То есть он может состоять больше из ощущений в теле, там, и описания, там, что это со мной происходит. И то же самое мы наблюдаем в этом моменте и видим, что ощущения в теле воспринимаются, и воспринимаются кем? Никем. Описание этих ощущений в теле воспринимается, и воспринимается кем? Тоже никем. Описание всего происходящего с этим точно так же воспринимается и воспринимается кем? Никем. И тогда вот этот важный вопрос, кто здесь, он помогает не просто тебе теоретически понять, что этот момент там значит, чем он является. Он помогает тебе именно этой динамикой момента стать, вот этим динамикой отсутствия, которые ты никогда в словах не опишешь и никогда не сможешь это понять умом, потому что в модели мироздания ума концептуального и персонального, и нашего вот этого конвенционального, договорного, общечеловеческого, не может быть представления о том, чего нет. То есть вот это ничто, либо отсутствие, как слово приходит, но то, чем ты являешься в моменте вот проживания, его, вот, пожалуйста, его никогда не находится, и оно как раз здесь есть. И тогда этот момент реализуется тобой. Вот смотри, вот просто все, что есть, происходит. Но в этом моменте нет никакого Николая, вот этого персонажа, который реально бы существовал. И тогда вот эта недвойственность, вот это вот совершенство момента происходящего, оно просто здесь и сейчас становится тем, чем становится, самим собой. Вот такое чистое восприятие. Здесь, Николай, знаешь как? Здесь, вот это открытие, да, оно все, оно один раз происходит. То есть вот ты просто в моменте ты начинаешь видеть, что здесь нет никого. И дальше никакой модели мира больше не приходит. Вот просто ты живешь, как бы, и вот это отсутствие, оно становится, опять же, есть инерция, ну, то есть вот, вот эта модель, что здесь со мной все происходит, я какой-то есть, я персонаж, она очень въедливая такая. То есть, опять же, вот в нейросинаптических связях есть вот эта ментальная модель, которая годами тобой уже там накатана, она имеет очень высокую инертность. И здесь вот эта перестройка нейросинаптических связей на новую, именно здесь как принцип восприятия. То есть ты даже не модель меняешь, что, я там понял, что здесь никого нет. То есть вот это я понял, что здесь никого, это тоже ментальная модель. Ты именно становишься самой жизнью, вот прям динамикой момента, понимаешь, за словами вообще. То есть вот это исчезновение, оно происходит, и оно происходит в модели восприятия. Я общаюсь вот сейчас вот там с ведущими нейрофизиологами планеты Земля, и они все подтверждают, что да, без проблем вообще поменять принцип восприятия, для этого у нас есть вообще абсолютно все. Вот. Осталось просто только из этого принципа восприятия убрать вот один глюк, один единственный, вот это «я есть», там кто-то и с кем это происходит. И просто чик, это исчезновение, оно само в себе реализуется таким образом. Вот так вот. По сути, почему нет? Действительно, почему нет? А, Я всю жизнь жил с идеей, особенно из-за науки, то, что чтобы поменять как-то восприятие, для этого нужно много времени и много усилий. А ты сейчас говоришь то, что, по сути, у тебя тут супер совершенная штука, супер продвинутая, и она может в моменте обновиться, апгрейдиться и поменять восприятие. Вот как будто бы ты сейчас что-то такое говоришь, что тебе не нужны годы чего-то там. Ты можешь вот Да, сейчас, вот это да. вот прямо, хоп, и это возможно сейчас. Да, смотри, Это- здесь смысл в том, что у нас, вот смотри, ты рождаешься, любой ребенок рождается, мы рождаемся с чистой моделью, то есть нет никакой ментальной модели мира. Нет никакого Коли, нет никакого там руки, ноги, там мое, не Да, мое, там сто процентов. мое не происходит. То есть Пустая получается, нейросеть, то есть пустая, без баз данных, не обученная. да,
Получается, в процессе обучения создается я, Коля, я в него живу. Но вот это я, Коля, я в него живу, это что такое? Это иллюзия. То есть на самом деле его нет. То есть есть нейросеть как носитель информации. То есть вот как мы можем компьютер, да, представить. То есть есть компьютер, процессор, да, и в процессоре происходят вот эти, ну, там, процессы, соответственно, вычислительные. И в какой-то момент вычислительные процессы как бы решают, что это мы здесь живем эту жизнь, что мы этот компьютер. Но они не являются этим компьютером. То есть как бы физическое вот это там, оно не происходит. И получается, что мы-то выходим вообще еще дальше. То есть у нас тело, оно реально является, вот, ну, как бы наши клетки, они живут. Да, то есть здесь доказывать это не надо. Сам момент вот этой ментальной модели мира, про которую мы говорим, она создается кем? Я ее не придумывал. Ты тоже ее не придумывал, она нам по наследству достается. Это вот то, что Да, называется да. договорная реальность конвенциональная. И Ой, она откуда ну, родилась? Понимаешь? То есть мы пришли из каких-то, из мрачного средневековья, когда там люди, там не то, что там нейросинаптические связи, там сожгли бы сразу на костре бы даже за одно слово такое. Там ты даже не договорил эту фразу, как бы уже тебя бы там на костре сожгли, и все бы еще порадовались. Да, ну, там, вот. Поэтому вот, пожалуйста, нам это вот конвенциональная реальность, вот это мракобесие там внутри, оно досталось по наследству, но сейчас мы приходим, опять же, всем научным миром, что здесь реально нет никого, что эмерджентные свойства там огромного количества вот сложных процессов в теле происходящего, в том числе вот в там нейросинаптических связях, оно формирует некую модель вот того, что здесь присутствует, что есть тело, есть границы тела, взаимоотношения вот границ тела там с этим окружающим миром, ощущения и так далее. Но реально в них нет никого, понимаешь? И тогда уже вот то, что ты говоришь, это реально не надо там годами понимать. Ну вот она, ясность как бы, ну нет никого, нет никого. Непривычно, да. То есть вот так вот встать теперь с дивана и пойти на улицу как бы никем. Поначалу непривычно, а потом нормально это все. Вот, ну, то есть это не мой единственный опыт. Вот в нашем сообществе есть много людей, которые также выходят на улицу, идут гуляют, и там ни с кем это не происходит. То есть реальность, вот эта конвенциональная, ну, вот эта вся там деньги, работы, там, не знаю, там, прогулки и так далее, она, узнаваемость остается. Ну, то есть эти все слова, модель мира, она там, конечно, ты ее не распомнишь. Но в этом всем, то есть вот я говорю каждое слово, в этом слове нет никого, кто его сказал. И каждая мысль, которая приходит, в ней тоже никого нет. И тот персонаж, который я там, Рома, я в него живу, его нету. То есть историю я могу какую-то из жизни, так же, как вот ты рассказать, но она не собирается в кого-то, кто в моменте сейчас живет. Его просто вот это отсутствие. И тогда, получается, этот момент, он как нарастает. То есть вот этот самый навык вот там пересборка нейросинаптических связей, он как бы, он же целостно происходит в организме. Ты его из ума никогда не придумаешь. То есть, что нужно поменять там вот в нейросинаптических вот этих связях и там разных вот этих отделах там мозга для того, чтобы перестроилось это восприятие. Абсолютно бесполезно. Ну, то есть это неуправляемый процесс, целостный, который даже сейчас не изучен. Потому что однозначного ответа у вот нейрофизиологов, у тех же, что такое процесс восприятия и как он происходит прям целостно, конечно же, нету. Ну, то есть это абсолютно еще не изученная тема. Мы знаем там, что там, если вот так сделать, то там такая-то там кора возбуждается, если так, там такой-то отдел. Но сам целостный процесс, он не управляем. То есть это именно только в опыте момента, вот как на велосипеде кататься, происходит, и по-другому туда не попадешь вообще никак. То есть это именно прям вот опыт в моменте. Такое. мне очень подходит объяснение через нейросети, через науку и через мозг, потому что у меня профессиональная деятельность связана с автоматизацией нейросетей, и я целыми днями с нейросетями общаюсь и постоянно им занимаюсь. И этот взгляд через нейросети, то, что мы родились как пустая нейросеть, и потом мы потихоньку начали получать какую-то базу данных, мы как-то обучились и как-то действуем. И мне очень понравилась твоя фраза, как ты сказал, договорная реальность. Такое ощущение, что действительно есть какой-то договор. Типа, я думал, как я здесь вообще появился и почему именно все такое? Это случилось случайно, но или как-либо еще есть
но ощущение есть какой-то договоренности вот в самом начале вот этого создания, не знаю, как будто бы перед, если сказать про большой взрыв, как будто перед большим взрывом был какой-то договор, типа, чуваки, давайте будет все вот так и вот так. Такие, мы согласны, пусть все будет так и так. И вот это бах, и мы вот здесь, типа, потому что мы Да. договорились, чтобы все вот так и было. Прекрасно, смотри, давай я тебе тоже здесь там расширю этот момент. Смотри, а, то, что, к примеру, нейросеть, да, там любой искусственный интеллект, это что такое? Это код. Ну, то есть это код и база данных, правильно? Вот. Этот код, он состоит из чего? Он состоит из слов. То же самое, Да. нейросетка нашего, вот нашего ума – это код, который точно так же состоит из слов. И этот код, А мы биомашины. да-да-да, ну, то есть он так и получается. То есть у нас, то есть что такое организм? Организм – это 30 триллионов живых клеток, которые вот воспринимают то, что воспринимается сенсорами своими, и в мозг обрабатывает, он создает сенсомоторное, это называется, образ восприятия. То есть это Ром, ты меня убиваешь. Ты меня убиваешь. мы сделаем это нежно. Извини. Да, Не извини, я перебил, но ты меня не убиваешь. волнуйся. Да, Вот да. смотри, вот этот сенсомоторный образ, да, это то, что вот как бы, как говорится, там рефлексы, еще там вот там Сеченов, там Павлов и так далее. И вот эти рефлексы – это автоматические реакции организма, которые в процессе эволюции были созданы, ну, там вот эти там реакции там «бей и беги» или там просто «беги», даже бить не надо. То есть там горячий отдернул руку, там приятный там наоборот как-то соприкоснулся. То есть абсолютно автоматизмы. И вот на этот автоматизм сверху накладывается концептуализация этого момента. Мы понимаем, там, что в словах нам значится. Это рука, это нога, это стена, это там окно, это двери там, это, и так далее. И вот эта реальность, она, вот у тебя прекрасный вопрос на самом деле и ощущение, она реально, это вот это то, что называется договорная, это научный термин, конвенциональная договорная реальность. Ее изучает наука, обычная наука лингвистика. То есть наука лингвистика – это наука о языке. То есть как слова, там, ну, там эволюция слов, эволюция терминов, как создаются концепции, как слова там приобретают формы, там, как формы приобретают слова. И это то же самое, что вот языки программирования. То есть вот то же самое. Язык, вот мы с тобой сейчас общаемся, да, и у нас с тобой в нашем вот лексиконе, в нашем языке есть вот слово там, и я скажу слово «любовь», да, и оно есть. И у нас примерно, мы с тобой уже вот через наш культурный слой языка примерно понимаем, что такое любовь. Что это там между мужчиной и женщиной, что это чувство, а может быть и там собачки и кошечки, а может ко всей вселенной, а могу я этим вообще там стать. И у каждого концепции разные, то есть если мы детально сейчас начнем рассказывать, я свою там концепцию любовь, и ты свою расскажешь, то они будут разными. Но мы через договорные вот эти отношения, получается, языковые, мы соприкасаемся, и мы смысл примерно там улавливаем, и таким образом мы общаемся, там понимаем друг друга там и так далее. Вот это то же самое. Поэтому это просто есть вот язык, это код, которым закодировано, собственно, через концептуальности, вот это наша модель, ментальная модель мира, в которой вот, с которой мы взаимодействуем и так далее. И ты правильно сказал, что это вот он, там, можно сказать, нейронный ансамбль здесь просто фигачит, и эту реальность не ты придумал, и не я придумал. Она нам досталась, вот она просто сейчас, в моменте, она происходит такая. То есть из нее выпадают какие-то слова, какие-то новые появляются там термины, слова, определения, концепции. Она такая живая, и она общечеловеческая. То есть разные культуры, то есть вот эта модель представления мира ментальная, да, там в разных культурах разная. Для кого-то смерть хорошо, для кого-то смерть плохо. Кто-то боится там тигров, а кто-то тигров там никогда не видел и не боится, а боится там собак, к примеру, и так далее. И от вот этой ментальной модели очень сильно там вот, ну, миропредставление, оно может абсолютно быть разных, ну, прям, знаешь, как бы разных свойств у разных людей, то есть представление о том, кто такой я, что такое природа, что такое мир. И это тоже доказывает, что вот чистый лист, и на этот чистый лист там любую можно нанести информацию. И она, как бы, наученность создается информационная именно вот в той модели, которая конвенциональная, вот нам с тобой вот как досталось, так досталось, такая на момент сейчас. Вот такое. Включая вот этот там, кем мы являемся, что здесь кто-то есть, как персонаж там я.
Вот у меня был тот момент, хочу рассказать про опыт, когда я начал именно концентрироваться на ощущениях тела. То, что когда я начал это делать, я чувствовал очень сильную боль. И после меня начал пробовать это сделать мой друг, и он не смог это сделать, он бросил это, потому что он сказал, что он чувствует какое-то болото, ему это неприятно, и ему это нафиг не надо. И я каждый раз возвращался вот к этому неприятному ощущению, и я всю жизнь жил в тревоге с самого детства, там, с 4 лет. И я возвращался каждый раз в этот момент, внимание в тело, и чувствовал, что меня как будто потряхивает. Мне было страшно, мне было неприятно. Но я такой, все равно, я буду это делать, буду это делать, буду это делать, буду это делать, буду это делать. И я наблюдал. И в какой-то момент оно стало нейтральным, а потом приятным. И я такой, типа, казалось, что это 32, в течение 32 лет казалось, что это переменная была постоянная, типа, была постоянно боль, постоянно была тревога, но оказывается, если я ее могу понаблюдать, просто направить на нее внимание, этот договор как-то трансформируется. Как будто в договоре было прописано в течение 32 лет, а, ты будешь чувствовать себя хреново, чувак, вот такой договор. Но оказалось то, что если я не буду убегать от этого хренового, а я посмотрю на это хреново, вот прям внимательно погружусь вот в эту хреновость, то этот договор переписывается и становится он такой, чувак, теперь ты чувствуешь себя хорошо. И в этом для меня показалась какая-то абсурдность, вообще нелогичность, типа, потому что до этого я думал, что мне нужно думать о чем-то хорошем, представлять какие-то прекрасные вещи, чтобы чувствовать себя прекрасно. А оказалось то, что мне нужно, наоборот, погрузиться в дерьмо, чтобы... И в итоге это дерьмо привело к тому, что я чувствую себя прекрасно. И я начал думать, господи, что за... Вот что за договор вообще такой? Так все нелогично. Да. Абсурдно и, не знаю, абстрактно. Да, Коль, да, и смотри, здесь опять же, на самом деле вот то, что ты говоришь, знание наук, оно реально помогает. То есть помогает Очень разобраться, помогает. разобраться вот с этим моментом. И опять же, оно, понимаешь, оно здесь как раз нащупалось. Мы исследования эти давно проводим, и оно вначале было такое размытое пятно знаний, там, которое пришло из недвойственности, там, из откуда вот из каких-то знаний, там, и сейчас оно прошло уже сквозь призму наук, и вот это вот, вот как центральное знание, отсутствие, что здесь нет никакого «я», вот, которое здесь живет, оно помогает вообще невероятно, потому что это универсальная форма, она избавляет от любых там, от страхов. Что такое страх? Шаблон ума: я боюсь там смерти, к примеру, вот там. И смотришь там, я убираешь, нет никого, кто там испытывает страх и так далее. А есть психосоматические вот эти, то, что ты говоришь, вот эти вот взаимосвязи, они называются, там термин есть тоже научный порочный круг, которые, в принципе, вот тоже у нас в Дискорде, обязательно подключайся, там очень много информации, которую я вот прям вот годами исследую и туда тоже выкладываю. Есть исследования там у нас про фантомную боль, которая вот есть прям на планете Земля, очень большое количество людей, там прям можно там проценты, ну, несколько процентов от человечества, которые страдают фантомными болями. То есть травмы нет, то есть нет импульса нервного от поврежденного какого-то там или заболевшего места в теле, не находят врачи. А у человека постоянно, там, к примеру, это место, там, ну, тело болит, и болит прям годами, и там, и хуже становится. И вот изучают такие случаи и видят, что это просто фантомная боль, то есть травмы нет, но боль существует. И тогда, когда, и кто является вот этим, с кем эта боль происходит, скажем так. То есть если убрать того, с кем эта боль происходит, опять же, как оно убирается? Вот так же, как мы с тобой сегодня, вот этот там эксперимент там в моменте, раз там и нет никого, исчезновение, то и боли не происходит. То есть, пожалуйста, и вот этот момент очень важный. То есть здесь, понимаешь, мы как с тобой вот рождаемся чистым листом, и он чистый лист, он во всем чистый лист. И он вот и нейросинаптическая сетка, нейросеть, она чистая, и тело чистое, и потом, что там в этом приключении отождествленном происходит, вот как там придумали, что надо там, не знаю, кока-колу пить, там, водку и сигареты курить там. И в этой реальности ума это придумано, и оно существует.
Но когда-то этого не было. Когда-то не было ни водки, ни сигарет, там ничего. Просто нейросетка была от вот этой игры там чистая. И тогда получается, что какая-то куча там всяких разных спецэффектов, которые с телом происходят, боли и так далее, они просто в прямом смысле слова там придуманные, надуманные, их на самом деле не происходит. Вот это очень важно. И тогда вот это исчезновение здесь вот как факт просто перестройки, получается, нейросетки на мировосприятие, что здесь нет никого по факту происходящего, оно помогает не просто, знаешь, как бы каким-то таким выводом прийти, что, там вот оно как работает. Оно просто чистит все в исходнике своем. То есть, получается, мы приходим снова к естественной вот этой, ну, как модели момента отсутствия, с которой мы родились и пришли вот в этот мир. И получается тогда вот эта чистота, она становится свойством момента всегда. И тогда уже вот эти ну, такие вот эти все паттерны, которые в этом глюке собираются, что здесь кто-то есть, там здесь я, оно просто перестает поддерживаться. И тогда не происходит разрушение ума там, да, потому что он там, как его разрушишь, а он остается таким, какой есть, но просто сам момент очищается. И тогда и в том числе и психосоматика уходит. То есть этот момент становится невероятно легким. Просто вот этот момент жизни создается легким, потому что здесь некому страдать, некому бояться, некому гнать, некому что-то там вспоминать, некому о чем-то думать. Вот она, легкость происходит в моменте здесь, сейчас, она реализуется. И этот момент, он в своей вот этой наученности, инерции собираться в кого-то, постоянно в кого-то отождествленного, он перестает происходить таким образом. И тогда эта свобода, вот она просто есть как есть, она просто становится свойством момента жизни, с самой прям с собой такие, ну, как вот эта естественность, в которой мы приходим. Вот такое. У меня такое чувство, что как будто из-за того, что я хочу это все осознать, как будто бы а, есть какой-то конфликт в этом. Как будто если я это все Да, осознаю, то я так сильно меняю реальность, что я как будто ломаю ее, как будто я все м, перечеркиваю. Как да, будто да. бы вот есть вот такое все, а я такой, а нет, все вот такое. И как будто бы это какой-то слом, надлом, и есть в этом какой-то конфликт. Вот. Вот-вот. То есть Как вот как только бы возникает я как вот будто это «я», насилие совершаю, как будто бы над Вселенной, над этой договорной реальностью, мне кажется. То, о чем ты говоришь, когда я хочу это осознать, как будто это насилие над миром. Я такой, нет, все не такое, а все вот такое. Бах, это же изменение восприятия, типа, и воспринимающего, я не знаю. Ну, вот это, то это и есть, есть, все резко поменять, как будто бы. да. Ты мне говоришь, как будто бы, Коль, смотри, все не такое, все вот такое. И я как будто бы такой, если... И я хочу принять твой взгляд, типа, я сюда и зашел для того, чтобы влиться, можно сказать, в прошивку получить от тебя вот этой реальности, обновить свою вселенную. Но как будто бы, у меня ощущение, что если я это делаю, то в этом есть какой-то конфликт. Как будто бы я Вот спорю с миром, я не знаю, вот. Есть какое-то, ну, вот насилие какое-то есть в этом. да-да-да, я понимаю очень хорошо. Я называю это ловушки ума отождествленного. То есть смотри, есть модель мира, в которой нет никакого «я», в котором там что-то меняется и так далее. Мы с тобой говорим, что наш вот первоисточник, вот это наша естественность, мы родились без этой модели мира. Потом она какая-то глючная там научилась. И вот момент сейчас, снова возвращаемся в момент сейчас, когда возникает снова Коля, который там, а может эта модель мира поменяться там и так далее, снова возникает эта отождествленная игра ума, в которой ты попадаешь в состояние, что там что-то может нравиться, что-то не нравится, чего-то бояться, там изменений и так далее. Но опять же, снова мы возвращаемся в момент и смотрим, а с кем это происходит. С кем происходит там сомнение, там доверие, недоверие, там волнение, там страхи и так далее. Мы снова смотрим, а снова здесь нет никого. И тогда мы приходим к тому, что вот то, что мы открываем здесь, вот в нашем живом пространстве исследования, мы открываем не то, что здесь есть, может собраться какая-то модификация, я Рома вот такой-то, и я в это верю, или я Рома такой-то, и я в это не верю, я Рома такой-то, со мной там это происходит или не происходит, мне от этого хорошо или плохо. Здесь просто не собирается никакой кто-то,
кто вот как у тебя раз как бы собрался сразу там вот Коля и моя модель мира там может измениться, и поэтому я, может быть, этого боюсь или там как-то там еще по-другому реагирую. А здесь никто не собирается, понимаешь? И здесь эта игра не происходит. Просто происходит момент ясности, в котором мне до модели мира на самом деле по барабану абсолютно. Потому что в этой модели мира меня нет. И здесь ничего не волнует, понимаешь? И здесь ничего не изменится. То есть ты не сможешь моделью мира своей ментальной изменить этот мир. То есть ты про него можешь вот так же годами продолжать думать, что оно может быть такое, оно может другое, но ты просто видишь, что здесь никого нет, и там больше никто не думает, какое оно и что с ним происходит, потому что оно, ну, такая вот как бы знаемость самого момента, в которой не происходит никакой игры ума, понимаешь? Вот ты просто навсегда становишься свободным от вот этих там всех вопросов. Вот такое. Ну, такое ощущение, что я как будто бы нейросеть, и тут зашел админ и начал что-то в моем коде править. Вот это. Не то, что в базе данных мне давать, сверху что-то обучиться, а как будто бы ты правишь саму систему какую-то обучения нейросети. Вот что-то такое делаешь. И я в каком-то замешательстве нахожусь сейчас. Смотри, здесь в том-то и дело, что вот этого «я», кто нейросеть, его тоже нет. То есть ты абсолютное отсутствие. То есть вот это знание, что есть нейросети, которые воспринимают, то есть вот как процесс восприятия, да, можем с тобой разобрать, то есть как там, как мы видим, как мы слышим, как формируется сенсомоторный вот этот образ восприятия и как он дальше концептуализируется. То есть это знание этого абсолютно есть. И оно там научно уже там довольно-таки изучено. Но смысл в том, Да. что как бы оно ни происходило, оно ни в кого не собирается. То есть вот это эмержентное свойство там большого количества вот нейронных процессов восприятия и, ну, в том числе концептуализации, оно не предполагает, что здесь кто-то есть. И здесь получается, что я не в роли админа там здесь выступаю, который правит эту нейросеть, а я просто показываю, что здесь вот эта нейросеть, она есть по факту. Вот они, живые клетки, там, ну, как бы, вот оно, там, знания о них, есть там медицинские исследования и так далее. То есть оно есть. То есть, ну, это тело есть, восприятие тоже есть, но просто в нем нет никого. И получается, тогда это не как там функция админа, потому что админ как бы, он тоже там часть этой нейросетки получается, потому что мы же словами тоже общаемся с тобой. Да, да. И в этих словах просто тоже нет никого. То есть получается, что эта сетка, она воспринимается вся, то есть полностью. А того, кто ее воспринимает, нет. То есть вот процесс восприятия есть, а того, кто воспринимает, нет. Как компьютерная игра, вот если там можно так вот. То есть ты сидишь, рубишься, у тебя там компьютерный мир, ты его воспринимаешь, там персонаж есть как-то, его там зовут, там какие-то взаимодействия происходят, и ты его воспринимаешь. То есть вот ты как игрок, да, ты его воспринимаешь. То же самое, то есть вот тут та нейросетка, про которую ты говоришь, включая модель нашего восприятия мира, себя, представления обо всем, она полностью воспринимается. Но воспринимается в самой игре в этой нет никого, кто воспринимает. Я думал про компьютерную игру, но через такую концепцию я тоже смотрел, потому что я играл в какое-то время, там, с 14 до, там, с 13 до 16 лет. Я играл в World of Warcraft день и ночь просто онлайн MMORPG игра. И в какой-то момент я подумал то, что такое чувство, то, что компьютерная игра это вот и как наша жизнь. То, что ты играешь, прокачиваешь, покупаешь, захватываешь, что-то делаешь, но как будто бы в этой игре есть какая-то жажда у тебя, и ты пытаешься эту жажду утолить. Но это, что бы ты в этой игре не сделал, эта жажда неутолима, потому что игра происходит вот здесь на мониторе, а стакан стоит около монитора. И там, что бы ты там ни делал, вот это ты стакан воды не попьешь. Как будто вот с игрой у меня вот такое восприятие было. Класс, класс. А здесь вот смотри, получается то же самое, что вот как мы с тобой ну, прикасались, да, к вот это то, что кто воспринимает, да, то есть вот то, что воспринимает этот момент, вот мы смотрим, что все воспринимается, а того, кто воспринимает, нет. И вот этот процесс восприятия слов, процесс восприятия ощущений тела, происходящего, стакана, воды, процесс восприятия, он точно так же, как вот ты говоришь про игру, он воспринимает это все.
но сам процесс восприятия, он не пьет воду, и он не чувствует вкус воды. Он просто воспринимает все как есть. То есть он здесь ничем не рулит, он просто вот как наблюдатель присутствует, но самого наблюдателя нет. Как, как можешь мне подсказать, как я могу воспринимать сейчас тебя? Допустим, я вот сейчас, вот есть какое-то ощущение тела, можно сказать, это тоже слово. Я Да. вижу там ноутбук, вижу вот экран есть, есть стена, там телевизор и тому подобное, есть якобы какая-то квартира. Я не знаю, если там за квартирой какой-то мир, там что-то существует или что-то не существует, я понятия не имею. Но есть как будто бы вот эта вот комната. Там И ничего есть не как будто бы, существует. да, и есть как будто бы она висит просто, я не знаю, в пустоте, в темноте, в светлоте, без разницы. Вот что-то вот это есть. Есть как будто вот этот монитор, я не знаю, и есть ты, Рома вот этот вот, и есть Да. я. И как мне тебя лучше воспринимать максимально, оптимально, эффективнее? Я не знаю, что мне тебя понять. Оптимизация Вот я тебе... восприятия. Да, секрет открою. Здесь вот, ну, то есть вот этот квадрат, в котором я, за его пределами абсолютное ничто просто. Ну, то есть я Да, как никому мне об лучше этом не тебя говорил, воспринимать? но это так на самом деле. Тут ни справа, ни Как мне тебя слева. И воспринять? это ни на планете Земля нигде не происходит. Это просто в абсолютном ничто, там просто кусочек как бы визуально. Смотри, все, что ты сейчас рассказал, это все слова. Вот. И мы в словах воспринимаем, то есть ты можешь описать там, как ты меня воспринимаешь, я могу описать, как я воспринимаю, это все будут слова. Если мы из этого описания, вот ты спрашиваешь, как тебя воспринимать, да, если ты из этого описания уберешь все слова, да, или попробуешь без слов описать меня, то там даже не появится как бы ни экран, ну, ты говоришь, вот там экран монитора, там стена, там что-то, то есть там этого вообще ничего нету. И смотри, важно, что это на самом деле так. То есть вот там что такое язык там в миропредставлении? Что без языка, без слов есть сенсомоторная вот эта, ну, как бы жизнь организма, в которой доказано абсолютно, там могу прислать кучу примеров, тоже у нас в Дискорде есть они, доказано, что в сенсомоторном вот этом, вот в организме, там в процессе восприятия, там куча там сложных процессов, реакций и так далее, то есть организм, он может без вот этого нашего договорной вот реальности, концептуальной реальности ума абсолютно спокойно жить. То есть там другая модель будет жизни, но она как бы концептуально будет непонятная. Но она все-таки, организм спокойно может жить там и обходиться без вот этого того, там, что там называется чем. И получается, смотри, что это реально так, что ты вот описал, там, как меня можно воспринимать, и описал какую-то модель сейчас в словах. Я могу описать модель в словах, ты можешь там часть слов из них там принять для себя, часть там не принять и так далее. Но самый главный момент, что здесь как бы ты ни описывал и какая бы модель ни представлялась, она будет описана в слове и больше никаким другим Да, образом. я понимаю, Поэтому, я прекрасно да, понимаю ответ на это. твой Но вопрос ты можешь описать только словом. Все. я понимаю, но я, я предлагаю, вот, можешь ли ты как-то слова сделать так, какую-то создать модель, которая попроще, типа, чтобы она Могу. привела к осознанию, не знаю, чтобы она, понимаешь, как бы можно, а, вот Я, сейчас скажу я пример. хорошо понимаю Допустим, тебя. сейчас, допустим, жил какое-то время, у меня был такой этап жизни, когда я думал, что я верил в идею, о чем мы думаем, то и происходит. И если ты хочешь, чтобы твоя жизнь была там прекрасной, то думай о прекрасных вещах. И я ходил и думал то, что я богатый, там, я вот в классной квартире, я еду за рулем, представлял руль там какой-то шикарной машины и тому подобное. Представлял какие-то вещи. И я создавал какие-то бизнесы и пробовал такой, так, а, эти там, допустим, этот год я посвящу, там как-то автоматизировал бизнес, и я буду создал себе свободу. Типа, есть деньги, есть свобода, и я буду делать, что хочу, и буду максимально кайфовать от жизни. И якобы этот кайф приведет еще к большему кайфу. Я пытался к миру так подходить. Мгм. И я понял, что да, хрень все это полная, как бы, но образы какие-то были, понимания какие-то были, картинки какие-то были, модель реальности какая-то была. И можешь ли ты сейчас
создать для меня какое-то восприятие, какую-то модель реальности, которая позволит мне больше понять то, что ты говоришь. Вот. Да, абсолютно, я Потому что та, как понимаю. бы, та модель реальности, она, можно сказать, в ней присутствует больше иллюзий, больше какого-то ума, больше какого-то сумасшествия. И она не оптимизирована, можно сказать, под те договора реальности, которые есть у нас вот с этой жизнью. И можешь ли Мгм. ты создать для меня такую реальность, где мы лучше друг друга поймем, где больше мое восприятие будет приближено к твоему восприятию? Да, смотри, реальности мы не создаем. Ну, то есть вот как бы реальность, если говорить реальность, да, она есть как есть, она происходит как происходит. И мы эту реальность тоже с разных сторон изучаем. Здесь вот на самом деле тоже тебе будет полезно. Есть у нас называемые такие принципы происходящего, то есть это как свойство момента. То есть вот просто момент, вот он происходит, и казалось бы, ну, происходит и происходит, но в нем можно найти некоторые закономерности происхождения, они тебе тоже будут интересны, потому что ты и с точки зрения научной рассматриваешь, Закономерности, да. и с точки зрения момента, что, к примеру, все происходит в моменте сейчас, это закономерность, это именно так, другого вообще не предполагается. То есть вся Вселенная так происходит. И если все происходит в моменте сейчас, здесь по-другому оно не может происходить. То есть вот что бы там в уме не рисовалось, оно происходит именно тоже в моменте сейчас. Что все происходит спонтанно, то же самое там свойство момента. Что все происходит там безусильно и там, ну, ну, совершенно неотождествленно и так далее. То есть мы находим эти закономерности, про них есть тоже там серия видео, исследований. Я вот как раз хотел их открыть там сейчас вот, ну, чтобы пошире как бы вот вовне было знание. Вот их можно посмотреть. Но самое главное, что смотри, модель мира, то есть мы вот эту реальность мы не создаем, она нам доставляется такая, какая есть. С точки зрения физиологии, смотри, а, то, чем являешься ты, и то, чем являюсь я, мы вот спонтанно просто здесь произошли. То есть вот две клеточки мамы и папы там в какой-то момент встретились, какие клеточки там и до этого какие клеточки встречались там мамы и папы, там бабушки и дедушки, там и так далее, и когда там, ну, то есть это можно сказать, что там, боже мой, ну, то есть это генетики называют это, ну, то есть мы с тобой выиграли в лотерею просто невероятно. Это даже не там Я в этом, 6 да, из 36, это просто да, там миллиард из, миллиарды. там, из каких-то там, Один, ну, то есть невероятная лотерея. один с Вот. клеткой. Да, и эта лотерея, она еще является, с точки зрения генетики, это фабрика смерти просто реально. То есть здесь это выживание. То есть мы с тобой в лотерею выживания выиграли, а не просто в какой-то такой там, типа, рядом постояли и в компьютерной игре посмотрели. То есть это невероятное, как бы, выигрыш просто вот там всей жизни уже, уже То есть, произошел. то есть мы выиграли лотерею в смерть, по У, сути. у Мы смерти. выиграли лотерею, чтобы умереть в итоге. Мы так Мы, счастливы, но в итоге ну, мы это, ну, счастливы то то, есть что если можем появиться и умереть. Если ну, верить как бы генетикам, да, ну, науке генетики, то вот оно как есть. То есть вот мы с первого, как сформировался первый, там, ну, молекула, которая научилась дуплицироваться, да, и потом в какой-то момент мы там с тобой произошли, там прошли какие-то миллиарды, наверное, лет. Вот. И за это время, ну, просто какое-то невероятное количество там вот этих особей, так условно их называю, должно было умереть, чтобы модифицироваться, и именно мы с тобой появились, а не какой-то там, значит, там крокодил там с хоботом или там слон там, не знаю, с жабрами там и с хвостом, как у кита. То есть вот оно как есть. Как дано, так дано. И вот оно, понимаешь, что здесь модель реальности, она такая, какая есть. Мы такие, какие есть. Весь этот, вся Вселенная есть, как есть. Там все, что есть, оно как есть. И здесь единственная модель реальности, которую я тебе могу предложить, которая тебе очень хорошо всегда позволит там понимать меня, себя и все происходящее. То, что реальность– это тоже слово. И то, чем ты являешься, слово реальность тоже воспринимает, как и Но любое другое все-таки, слово и концепцию. ну, Вот так. но все-таки это модель. Ты же предлагаешь мне модель, в любом случае это же модель, Модель да? тоже слово. Она же, ну, ты говоришь то, что меня нет, и когда я осознаю, вот, И это допустим, тоже слово. да, я думаю, что вот у Ромы, я сейчас с тобой общаюсь и понимаю, что
у Ромы более оптимальная модель реальности, чем у меня. И я общаюсь с Ромой, потому что я хочу такую же модель реальности оптимальную, Я жить в понимаю. ней. Я Да. понимаю. И одновременно хочу сказать про модель реальности. Сейчас про Толкина. «Властелин колец». Все смотрели «Властелин колец»? Конечно. И Толкин немного дополнил мою модель реальности, потому что когда я огромный фанат «Властелина колец» там и Гендальфа, и я читал «Сильмариллион», и там есть такая история, то, что был изначальный бог. Бог, в начале всего был бог. И бог создал несколько полубогов, таких там 7 богов он создал. И он сказал этим богам, пойте песню одну, вот, и пойте ее не словами, а в мыслях своих, и ваши мысли будут синхронизированы. Вы поете одну песню, и эта песня что-то создает у вас в каком-то образе. И в этот момент эти боги начали петь песню, и был такой один бог, Мелькор его звали, и он пел свою песню в какой-то момент начал петь. Он начал менять песню, начал рассинхрон какой-то создавать. И когда он начал это создавать, пришел вот этот самый главный бог и сказал: чувак, вообще-то я сказал петь мою песню, а ты поешь свою. И этот Мелькор начал петь снова, как все. И когда бог главный ушел, он начал петь снова свою песню. И так второй раз пришел этот главный бог, и Мелькор снова начал такой: все окей, типа я пою, как ты и сказал. Этот бог снова улетел, и Мелькор начал петь снова третий раз свою песню, и он за 3 раза настолько научился петь свою песню, что все начали боги в какой-то момент петь его песню, вот эти полубоги. Все синхронизировались в его песню. И пришел этот главный бог и сказал: чувак, ну ты вообще офигел, что ли? Что ты делаешь, типа? И он сказал: знаете, что вы создали своей песней, вот этой вот, что вы натворили? И он сказал: вы создали землю. И он показывает им землю, где есть люди и все остальное. Он говорит: вы делали не то, что я хотел, вы делали то, что вы повелись на что-то и тому подобное. И вы создали это. И Мелькор такой: это сделал я. Типа, я создал эту землю. А Бог, вот этот главный, сказал ему: чувак, ты думаешь, это ты создал эту землю? Ты думаешь, что то, что ты пел эту... На этом мысль останавливается. Класс. Вау. Алло, Я алло. появился? Так, ага, Да-да-да. у меня интернет пропал. Да, На и самом интересном главный, месте. да, и Бог, я не знаю, где я отключился, и Бог сказал то, что Мелькор, ты ничего не создавал, это я заранее запланировал. Ага, Мгм. я опять отключаюсь. Меня слышно, да? Да-да-да, слышно. Потому что видео пропадает. И Мелькор, и главный бог сказал то, что, чувак, ты ничего не создавал, изначально все было запланировано так, как было бы. И я когда начал после этого пересматривать «Властелин колец», а я смотрел «Властелин колец», каждый год смотрю этот фильм, все части, и «Хоббита». И я посмотрел на это так, то, что Саурон, вот этот глаз, я смотрел всегда на то, что есть Мгм. зло и есть какое-то добро, которое борется. Я подумал: господи, ну если бы не было вот этого зла, если бы не было вот этой задумки, то бы и фильма не было бы этой прекрасной истории. И я думаю: господи, да где тогда вообще зло, где тогда вообще добро, где тогда вообще что, типа? Если это все, вот это изначально какая-то Мгм. реальность, какой-то бог, какой-то договор, как ты сказал, Роб. Вот-вот, смотри, я тебе не просто так говорю, что реальность, вот это вот, то, что ты назвал реальность, это слово. Любая модель мира тоже слово. Любая книжка, любой там фильм, любая история — это все слово, слово, слово. Просто здесь на самом деле прям реально, это очень важно. А, вот это знание о слове,
оно как-то упускается вообще из виду, что там, а как это так там? Ну, казалось бы, вот она реальность, мы где-то живем там, а когда ты начинаешь видеть, что все происходит, все, что происходит, происходит по тексту, то есть наш концептуальный ум, вот наша вот эта вот отдуплялка, наша кукушка, она только, у нее есть только слово, из которой состоит вообще вот все вот эти рассказы, модели мира, там, вот эта книжечка, там, «Я Рома», я в него живу, там, и так далее. Все воспоминания, там, все, чем там, что является. То есть, когда открывается знание о слове, ты начинаешь просто понимать. То есть, вот у меня, знаешь, какое первое открытие было, с которого я так что-то прифигел, и такой думаю: "Боже мой, а как это даже, ну, там, казалось бы, оно, ну да, и так понятно". И, казалось бы, какое это открытие. Но потом я все больше и больше начал убеждаться, что это открытие. И я, реально вот в исследовании их там, не знаю, года 2 провел, чтобы это открытие реально увидеть, что это вот именно так происходит, и что это открытие, а не просто как-то там, как оно всегда происходило. То есть я увидел, что есть функциональный ум, вот сейчас там больше слово такое сенсомоторный ум. То есть это ум тела, организм. То есть это то, как организм воспринимает реальность, ту же самую. То есть у нас есть органы чувств, нервная система, мозг и восприятие вот этого всего происходящего на уровне мозга. И вот в этом, на уровне мозга происходящем, в нем нету ромы. То есть в этом теле во всех вот этих нейронных процессах, вообще во всем там, в крови, в гормонах, в нейромедиаторах, там, в мышцах, в костях, там, в сухожилиях, во всем, что вот есть эти 30 триллионов клеток, ни в одной клетке. И в сумме их тоже вот этого там игры вот в этой там пространстве там жизни нет никакого ромы. То есть в теле нет никакого ромы и нет никакой истории. И вот это тогда я называл функциональный ум, сейчас вот пришел больше научный термин, сенсомоторное, вот там, как, ну, сенсомоторный ум можно назвать его, но тоже он не умом является, просто как образ происходящего. И есть концептуальный ум, в котором как раз создается вот эта модель мира, там, кто есть я, кто есть ты, там, и так далее. И весь вот этот концептуальный мир, он состоит из одного только, то есть материя этого концептуального мира, вот как из лего-конструктора, вот у нас там все создано, к примеру, есть только слово. То есть это не 3D мир, не 5D, не 8D, это 1D мир просто, можно сказать, просто слово. И это ключ в том числе, потому что, смотри, всегда любой ты берешь текст, вот по тексту происходит там, что там я пошел погулять, я здесь там посидел, поговорил, я посидел, тут мысли какие-то там происходят. И любое слово, любая мысль, вот этот кирпичик вот этой реальности ума, он всегда указывает на что? Он указывает на то, что ты есть. Ты это слово воспринимаешь. И ты от любого слова, как от зеркала, можешь вот этот мир просто отталкиваться и видеть, что любой текст, он воспринимается. И этот текст воспринимает кто? Никто. Потому что любое описание того, кто воспринимает, оно точно так же воспринимается. Все просто. Вообще безусловно просто. Очень четко, чисто. И здесь подвоха нет никакого. И здесь самое главное, нет никаких вот этих, что там Рома сказал, что модель мира такая, а кто-то сказал, что другая. Какую бы модель мира я бы не сказал, она точно так же из тех же самых слов состоит, которые ты, тот, кто есть, ты ее воспринимаешь просто. Все. Рома, мне. Я только хотел сказать про модель мира, и ты начал в конце говорить про модель мира. Но а, я бы хотел все-таки... Мне, во-первых, хочу сказать тебе офигительный респект за то, как ты подстраиваешься под то, что я говорю, и ты сразу переключаешься и начинаешь говорить через это. Типа, это просто офигеть как круто. Я поэтому хотел бы рассказать свою модель мира, в которой я, в принципе, сейчас живу, в котором сейчас. Может быть, ты сможешь через нее мне понятнее объяснить. Как ты говорил, через нейросети, до этого ты говорил через науку. Это просто, типа, офигеть как круто, и ты очень крутой чувак, крутой мужик. И сейчас у меня модель мира такая. Как будто бы весь мир для меня– это мозг один. Одновременно с этим в этом мозге есть разные отделы мозга, можно сказать, как разные страны. Типа есть префронтальная кора, есть там центр страха, амигдала. И где-то типа смотришь на это, ой, это какой-то типа ужас.
где-то смотришь, где-то вот здесь круто, здесь ресурсы, здесь это, тому подобное. И как будто бы одновременно с этим, если я восприму себя как нейрон мозга отдельный, и я смотрю на все нейроны, то как будто бы эти нейроны, ну, мы одновременно и связаны как-то, и одновременно и не связаны. Они где-то там, в других областях мозга. И как будто весь мир это и я, вот полностью я, вот на 100%, это и есть я. Но одновременно с этим это и не я. И я как нейрон мозга думаю, окей, если я это нейрон в мозге, и вот я могу что-то в этом мозге создать, как-то повлиять на этот мозг, сделать что-то прикольное. Ну, вот есть такой договор. Типа договор такой, типа, ты нейрон, и ты в мозге. И что мне с этим делать? Я думаю, я бы хотел сделать так, чтобы мозг был какой-то прикольный, чтобы у меня была какая-то связанность с нейронами, была какая-то оптимальная модель, было бы как-то кайфово, было прикольно и мне, и нейронам была бы какая-то офигительная взаимосвязь, потому что мозг это как бы взаимосвязь. Как бы мне эту реальность, эту модель сделать максимально кайфовой. И я живу из какой-то такой модели реальности, из какой-то такой-то мысли. И мне кажется, ты живешь из какой-то такой же реальности, потому что я смотрю на тебя, общаюсь с тобой, я понятия не имею, чем ты занимаешься, но мне кажется, что ты очень умный человек, ты давно занимаешься бизнесом, ты очень мудрый человек, мне с тобой очень приятно общаться. Ты явно был во многих странах, может быть, ты сейчас находишься не в России, а где-то еще, я понятия не имею. Наверное, ты связан как-то с IT. Ты крутой чувак, короче, у меня такое сейчас ощущение, то, что вот есть мозг, я вот такой какой-то нейрон, есть какой-то нейрон офигительный, кайфовый, или область мозга даже. Скорее, ты — это не нейрон, ты — это целая область мозга. И я как нейрон, или, может быть, несколько нейронов, общаюсь с тобой, и ты мне говоришь, чувак, присоединяйся к нашему сообществу, типа, оптимальность. Я такой, да, я хочу как-то встроить себя, свою нейросеть в вашу какую-то кайфовость, какую-то оптимальность, вот что-то такое. И я пытаюсь, но не могу как будто бы до конца это сделать, но я продолжаю пытаться, и меня не остановить. Вот, у меня какая-то вот такая модель реальности. Я надеюсь, ты понял. Я прекрасно очень понял, спасибо за теплые слова. Да, характеристики тоже очень близкие к тому, что ты говорил. Смотри, если по сути смотреть, что на самом деле, да, все есть мозг. То есть вот смотри, если я прям по порядочку разберу, то есть мозг, если мы говорим про, ну, некие травмы, там, либо болезни мозга, то уже доказано, что там где-то что-то там поломалось, отключилось, и там просто вот, ну, как бы и нет никого. У меня вот женщина, я рассказываю, приходила, у нее дочка в аварию попала, и у нее просто вот, ну, головой ударилась, личность стерлась. Ну, вот так вот. То есть она там на утро проснулась или когда проснулась, очнулась там, а нет никого. Вот она жила там, взрослая там уже женщина была, и раз на утро просыпается, как бы и понимаешь, и на самом деле и нет никого. То есть вот эта книга жизни, она просто стерлась из-за травмы, и все. И ты, если тебе не помогут, она, вот женщина эта, которая со мной общалась, она говорит, мы помогали ей восстанавливать личность. То есть там вот, там, как тебя зовут, кто ты, какую школу закончил, это у тебя друг, там, это, я говорю, блин, мне бы так досталось, я бы там прям такого, я бы вот как раз там что-нибудь такое Гендальфоподобное человеку бы рассказал. Ну а что, ну это же вот прям, этот мир прекрасен, его можно по-другому рассказать. Ну, раньше я бы не рассказал, а сейчас, вот как ты говоришь, одни нейроны с другими могут вообще модели создавать этого мира, любые. И это на самом деле так, потому что а, мозг, сами нейроны по себе, они абсолютно свободные. То есть в ней нет, в них в самих от природы не заложено вообще никакой модели. То есть вот, ну, то, что мы говорим тело, да, там, ну, вот рефлексы и так далее, сохранение жизни там и все остальное. Но вот этой виртуальной модели мира, про которую мы говорим, информационной вот этой,
Ее никакой не создано. То есть она просто нами выдумывается, вот как наша договорная в процессе. И получается что? Что мозг, он живет, он сам воспринимает этот мир, он сам его концептуализирует, но опять же там вот концептуализация, она наученность приходит какая-то, вот то, что там из договорной реальности наученность. И мозг сам воспринимает, сам принимает какие-то решения, и сам же, получается, и кайфует от этого, либо не кайфует. То есть там, если выбрасывается дофамин, то его точно так же воспринимает мозг. Там, ну, это вот эти поощрения реакции, либо там не поощрения. Получается, что вот жизнь мозга, можно так ее увидеть, рассмотреть. И там на самом деле отдельного нейрона, который принимает решение, тоже нет. То есть это, знаешь, как вот это прям процесс жизни. То есть вот эти все нейроны, они вот сейчас, то есть отдельного нейрона самого по себе, который там вот, как ты говоришь, вот эта модель воспринимает все остальные нейроны, там это нет. То есть это целостность вот это мозга сейчас воспринимает, и наш мозг сейчас вот эти все нейросинаптические связи, они именно сейчас живут, и это невероятно живой процесс, происходящий в моменте здесь сейчас. То есть в отличие от нейросетки, которая вот там алгоритм заложен, да, и заложен, ну, там код определенный, да, и заложена база данных, вот как ты сказал, то есть база данных – это определенные данные, которые туда положили. Мозг, он, знаешь как, он каждое, вот даже воспоминание, которое, казалось бы, как базу данных можно рассматривать, мозг, он как бы каждое воспоминание он конструирует заново. И замечено, проводились учеными исследования, что он когда Да. заново конструирует, он иногда так может там что-то допридумать, там переврать или что-то там подзабыть, или там какая-то в зависимости от вот этой последней модели мира мозга, она там раз какое-то воспоминание там видоизменилось. Абсолютно. То есть это прям вот живое как бы происходящее. И тогда вот здесь момент, а, вот то, что вот ты как говоришь, у тебя вот это как модель вот этого лучшего какого-то, вот этого лучшей жизни, да, мозга, опять же, она абсолютно есть, то есть она сама по себе вот как бы, ну, заложена, мне кажется, природой. Знаешь как? Вот я смотрю на китов, Да. к примеру, да, вот плывет кит по океану, вот, и ему не холодно, не жарко. Его там, ну, там какие-то беспокоят, может быть, кто-то его там грызнет там и так далее, но в целом как бы он себя, я думаю, чувствует нормально. Ему не нужна там шуба, там джинсы, шапка там, чтобы там не мерзнуть там где-то. Ему на это пофигу вообще, он живет вот в этой стихии просто в своей, да. И он в этой стихии, он не решает проблемы там заработать, там бабла, там лучшей реальности, там перееду там на Черное море, там потеплее, там, к примеру. Вот, а жена не хочет, и вот там конфликт создался, там, ну все, я тогда один поплыл. То есть там такого нет, то есть вот она природа, знаешь. И здесь я вот прихожу, знаешь, к чему, что больше вот эта модель мира, а мы ее не придумаем никогда. Она вот исходная какая-то модель, к которой мы приходим как к естественной реализации. И здесь вот я всегда становлюсь, вот то, что ты говорил, да, вот твой опыт неразделенности, вот этой вот недвойственности, вот она, проявляется любовь. Я давно исследую, и через меня много людей, кто вот в безусловную свободу пришел, прошло, и мы открываем, что человек приходит всегда к одному, вот в эту бесконечность, в эту любовь. И эта любовь уже, она близка к природной такой любви, то есть она не придуманная, что такое вот слово «любовь», и там, как я ее объясняю, что я должен ходить, тут улыбаться, слова какие-то там нематерные говорить, там, чтобы обо мне кто-то не так не подумал. Оно как бы не об этом, то есть это вот, это просто само происходящее, проявление самого происходящего. И тогда эта модель мира, она, знаешь, как происходит? Не то, что я тебе говорю, какая модель мира, потому что модели мира нету. То есть вот этот момент, он такой, какой есть, и он просто воспринимается. И в нем происходят вот там прекрасности какие-то, вот, которые ты в том числе про мою жизнь очень там много там такого очень точного описал, что происходило, что происходит. Этот момент разворачивается необычайно, но он разворачивается не потому, что я создал модель мира, каким оно что там должно быть, и говорю там другим людям, там, вот смотри, вот так должно происходить, если у тебя не так, значит, там ничего не получится. Здесь происходит самоосвобождение этого момента от вот этого как иллюзорного проявления отождествленной мыслеформы «я», что здесь кто-то живет. И тогда все вот эти, знаешь, как программы, шаблоны, программы ума конвенционального, вот как раз договоренного, которые вот там
что каким должно являться, что там каким должно быть, они перестают работать. И у тебя получается вот эта модель, а представляешь, у тебя за всю свою жизнь вот в этих нейросинаптических связях, оно же там, это же энергия тоже. Они удерживают определенную информацию. И эта информация, она вот как бы воспоминания, все твои там, что там, кто, где, когда тебе сказал, что ты думал, что с тобой происходило, оно все вокруг вот этого эгоцентричного вот этого центра, отождествленной мысли формы «я», оно накапливается, накапливается, накапливается с годами, и у тебя получается огромная просто вот эта информационная база данных, про того, кого нет, существует. И она живет, понимаешь? То есть там многие приходят, жалуются, говорят, я спать не могу, там ложусь, у меня как начинает там мысли ворочаться там, и уснуть не могу, там кто неделю не спит, а кто-то годами не спит, понимаешь? Да, это правильный этап. Я понял, как с этим, как Вот-вот. это можно решить. Поэтому Да. смотри, модели мира нет. Есть сам момент, который живется. И вот это как то, чем ты являешься, да, вот это чистый лист, вот. Он просто становится вот чистым, становится просто самим собой. Вот эта жизнь становится самой собой. И в самой собойности вот этой жизни, спонтанности и всем происходящем, оно происходит, как происходит. Просто в этом нет никого. И тогда модель мира никакая не нужна. Мне не нужна никакая модель мира, а я обладаю какими-то знаниями, я постоянно учусь, я постоянно там что-то исследую. Но этой модели мира, я знаешь, как я просто каждый раз, я вот открываю там исследование, и у меня нет никакого представления, что оно именно таким является. И вот в этом именно, вот как я называю живое исследование, каждый раз я прихожу к этому отсутствию не просто потому, что я это умом знаю, а потому что я смотрю на этот момент, и он действительно вот такой, в нем нет никого. То есть это именно живой опыт происходящего и ничего другого. Вот такое, замодельность получается. О, это очень крутое слово «замодельность». Замодельность — это потому, что у меня всегда как будто бы есть какая-то модельность. Модельность Мгм. всегда есть. Вот я смотрю всегда такой: о, вот это сейчас есть, вот это происходит, вот оно, вот что-то есть. Как бы я, куда бы я ни смотрел, все равно есть какая-то модель. Любая модель, типа, любая модель происходит в Да, моменте, всегда что-то есть. А что такое замодельность и что такое именно безусловность? Как будто бы всегда нужно какое-то напряжение, как будто всегда нужно что-то делать, я не да, знаю. да, Но ты да. говоришь о таких вещах, каких-то более а, ты говоришь о вещах, которые находятся за этим всем. Вот, Да, как будто да. бы. Ты знаешь, я тебе могу поделиться просто опытом. Опять же, опыт исключительно не только мой, а уже большого количества людей. Как это происходит? Вот это тоже определенное открытие. Абсолютно можно его назвать открытием. То есть смотри, вот эта модельность, как постоянное наличие модели мира, и в этой модели мира присутствие отождествленной мысли формы «я», что я Рома, и я в него живу, в эту модель мира. Вот она как, ну, как компьютерная игра, она так и есть. Вот код как бы из слов состоящий. Она, конечно же, присутствует по умолчанию в отождествленной вот форме вот проживания жизни ума, можно так сказать. И посмотри, когда мы начинаем рассматривать, что этой модели, там, кто сказал, что эта модель такая, мы начинаем просто видеть этот момент из отсутствия, что есть чистое восприятие момента, которое ничье, ни с кем не происходит, но вот эта модель мира, которая там уже в словах присутствует, она просто вся там, она может какая-то любая там, хоть придумываться каждый день, не проблема. Но самое главное, что вот тот опыт, который мы с тобой катанием на велосипеде называем, это прямой опыт момента здесь и сейчас жизни. Вот этот прямой опыт. Он заключается в том, что здесь нет никого. Он заключается в том, что здесь просто есть чистое восприятие всего происходящего. И тогда, вот смотри, опыт как происходит. В какой-то момент человек, вот там происходит туда-сюда вот это шатание такое, болтание, как вот то, что я называю навыкновение. То, что происходит момент, ты в этот момент смотришь в вопросе, кто здесь, и никогда никого не находишь. Только вот прям вот этот опыт произошел пиковый,
Вот вышел за дверь или там отвернулся, или там, не знаю, закрыл глаза там, или там что-то еще произошло, и сразу раз, снова модель собралась, и снова в этой модели есть кто-то, с кем это происходит. И снова вот эта модель, снова задаешь вопрос просто, кто здесь, и снова в этой модели, прямо изнутри этой модели, ты видишь, что здесь нет никого, это безусловная свобода, она прямо сейчас здесь в каждом моменте происходит. Неважно от того, что там плохо, хорошо, там как бы что бы ни происходило, в этом моменте прям ты всегда просто в отсутствие попадаешь. И таким образом циклично, вот так фрактально, снова, 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 снова вот это отсутствие, оно происходит, вспыхивает, и тогда просто вот это само по себе отсутствие, оно само по себе и создает вот этот навык катания на велосипеде просто в отсутствии самого себя, этого самого происходящего момента. И тогда, вот как я замечаю, с многими участниками вот этот происходит момент, когда человек уже неделю там живет вот в этом отсутствии, и потом там, ой, а я что-то и не заметил, что все само происходит, а нет никого, с кем это происходит. То есть вот оно, понимаешь, ты возвращаешься к этому исходнику, к этому исходному восприятию вот как чистым листом всего происходящего. И модель вот этого мира, то есть там вот из текста состоящая, она остается, она продолжает происходить, но нет уже никого. И это вот становится как раз тем самым естественным восприятием из чистого листа. Вот так оно работает. Вот эта безмодельность, она наступает просто в какой-то момент не из того, что происходит реализация в словах новой модели, там, а нет модели. Оно происходит именно вот в сам момент жизни начинает жить. Вот это безусловно такое. Я не могу ничего сказать. Так и есть. Давай, присоединяйся, заходи в Discord, там много информации, вот чем поделиться, много исследований про, вот, ну, которые мы вот такие живые, происходят на разные темы, научных знаний много, сейчас вот у нас там много-много всего происходит. Тебе будет там интересно просто вот почитать даже вот информацию, тем более ты вот занимаешься научными там изысканиями вот этого всего, там много интересного. Просто даже есть исследования, знаешь, вот тебе интересно, могу ссылку прислать, про иллюзию «я». С точки зрения разных наук, что вот есть у нас куча разных глюков в уме, опять же, в концептуальном, которые как бы подтверждают, что здесь есть какой-то персонаж, который собирается из того, что мы видим, там, как мы слышим, как мы воспринимаем, о чем мы думаем. То есть, и вот есть там разные исследования, которые показывают, что это просто в чистом виде там глюк. А они все научно обоснованные, подтвержденные, там, исследования эти все. Ну, то есть, к примеру, один из примеров. И много живых исследований, много практик дня, которые позволяют принципы происходящего, момент многогранности раскрыть. Поэтому тоже, знаешь, вот не надо сильно перегружать, чтобы там кукуха не вылетела из гнезда раньше, чем ей надо. Ну, на всякий случай тоже бывает. Просто приходи в пространство наше в Дискорде, там много Я действительно зашел, на эту тему. Ну, прекрасно. зашел в Discord. Мне показалось, что очень много там разделов, как будто мне показалось, что как будто даже перегруженность какая-то есть. Очень много в Discord Да, разделов научно, есть, да. где что Там смысл очень в много том, что всего. оно как живое исследование происходит. То есть там есть разделы, которые активные сейчас, и в них там жизнь происходит, потом они куда-то в другое место. То есть всегда оно происходит как исследование, а не как библиотека знаний, там, которые там надо вот почитать. Поэтому потихоньку, помаленьку просто оно именно прям живет. Прям вот именно живет, каждый день происходит. Вот так. Говоря о той модели реальности, о которой я говорил, то, что я есть нейрон мозга, и ты это тоже какой-то нейрон, или, может быть, ты это целая область мозга, судя по тому, как я с тобой общаюсь, и то, что ты говоришь, судя как бы о твоей мудрости, остроты ума. А, У меня возникает вопрос такой. Вот я сейчас сижу в этой комнате, которая нигде, вот, это комната или не комната, вот что-то есть, я что-то вижу, и есть вот ты, вот что-то такое, вот перед экраном написано «Рома Косточка». Есть две прекрасные женщины, которые улыбаются все это время. Господи, спасибо, что вы с нами. Есть Катерина, которую мы не видим, этот глаз у Катерины, который смотрит тоже на нас всех. И у меня возникает вопрос: Рома, почему ты со мной общаешься прямо сейчас? Вот ты как мозг. Я
нейрон мозга, и у меня ощущение, что я общаюсь с мозгом, с какой-то частью мозга, возможно, или со всем мозгом. Почему ты общаешься со мной, почему ты со мной разговариваешь, почему ты мне все это объясняешь, почему ты мне помогаешь, и почему ты так подстраиваешься четко под все, что я говорю, и некоторые вещи ты говоришь так офигительно, что так офигительно я бы сам не смог сформулировать, и я эту офигительность не слышал ни в ком. Типа, как ты... Почему это происходит сейчас? Почему ты мне все это рассказываешь? Вот, за что? Почему я это заслуживаю, я не знаю, или почему тебе это нужно? Глядя вот на всю эту ситуацию, на этот момент со всех сторон, типа, почему это так, как есть? Знаешь, Каков договор? Каков договор? Каков классный, договор? классный вопрос. Ты знаешь, с точки зрения, если вот мы в свойства самого момента, ну, так посмотрим, то там вообще все спонтанно происходит. Опять же, вот как бы две клеточки встретились, две клеточки, и там в этой жизни просто произошло там невероятное количество невероятностей, чтобы мы в этот момент с тобой встретились, да. Это вот просто как бы с точки зрения вероятности. И то, что происходит все спонтанно, да, оно вот, пожалуйста, подтверждает собой вот это вот происходящее, ну, вот как торжество там спонтанности происходящего, вот с этой точки зрения. А если смотреть, как, знаешь, на момент просто вот, который в модели существует мира, потому что она тоже происходит. И тоже вот тот кайф, который там в жизни происходит, любовь вот это, оно просто так в моменте выражается. И у меня тоже вот богатый опыт, знаешь, этой жизни, там невероятно богатый тоже, я там где только не Не жил, там сомневаюсь. и чем только не занимался, какими только там опытами не происходил. По И тебе вот, это видно. и вот сейчас, вот, Николай, сейчас вот как раз этот момент, он вот таким образом происходит. И даже как-то из ума, опять же, вот знаешь, вот здесь очень важно вот это как-то естественное происхождение всего происходящего. Как, как вот этот поток просто жизни, который ловится в какой-то момент, в моменте отсутствия, и он вот таким образом, он просто сам происходит, он сам ведет, он самонаполняется, самовоспроизводится и самим собой происходит. И ты знаешь, в этом моменте жизни я наблюдаю, что вот эти встречи, они помогают людям освобождаться от вот этого единственного глюка, от отождествленной мысли формы «я» и вот этой вот модели мира представления. И когда происходит это освобождение, как раз вот в этом моменте остается только любовь. Вот это безусловная просто красота жизни и любовь. И мы в этом моменте просто вместе присутствуем. В этом есть ли какая-то цель? Я думаю, нет. Ну, ее реально нету. Потому что когда тут бесцельность всего происходящего в отсутствии, ну, ты понимаешь, уже тут как бы, как можно из этого собрать какую-то цель, кому это надо и так далее. То есть оно как модель мира в конвенциональной реальности, она присутствует. Но вот этот вот сам кайф, вот как ты говоришь, кайф, да, кайф просто присутствовать в пространстве любви с близкими людьми. У нас в комьюнити, в сообществе там 20-30 человек всего. То есть не миллион, там нет никаких вот этих там цифр, там шапка закидательств, что все должны сюда прийти. Единицы приходят. Вот у нас за последние, там, не знаю, там за последние 3 месяца появилось, может быть, 3 человека в сообществе. Вот ты четвертый приходит. И вот это в таком темпе происходит, то есть там нет никакой ни скорости, там, ни дальности, ни цели, ничего. Просто вот мы проводим эти исследования, и в этих исследованиях этот мир становится чище просто от этих иллюзий. И вот она, жизнь реализуется, как реализуется. Ну, вот такое. Есть в этом что-то похожее, то, что, допустим, вот ты как бизнесмен арендуешь какое-то помещение коммерческое, и вот у тебя есть там Wi-Fi, есть электричество, есть холодная вода, горячая вода, и у тебя рядом есть какое-то соседнее помещение, какой-то другой бизнес, который вообще тебе не конкурент, допустим, ты занимаешься одним делом, он занимается другим, и ты приходишь к нему, и у него как будто бы нет горячей воды. И ты приходишь и говоришь: слушай, чувак, а ты вообще-то можешь горячую воду себе подключить. И это делается вот так, вот так. И он такой: о, да, круто. И бац, у него появляется горячая вода, и ты в этот момент кайфуешь от того, что у него есть тоже горячая вода. И клиенты, которые к нему приходят, они тоже наслаждаются этой горячей водой теплой. И от этого тебе кайфово, ему кайфово, как будто всем кайфово. И как будто бы в этом твоя мотивация. Она такая или другая какая-то? Ты знаешь, как я могу сказать, прям не про воду, а про происходящее. Что я наблюдаю? Что
вот эти исследования, которые проводятся нами, вот те же самые там научные знания, там, которые собираются, вот мы разные темы разбираем внутри, они, а, как проявляется знание природы человека, просто знание, кем мы являемся и что есть эта жизнь. И вот это знание природы человека, оно, вот когда начинали мы проводить исследования, то есть было какое-то, знаешь, там огромное семантическое пространство вот этих там каких-то разных там мыслей, форм, там каких-то разных там писаний, течений, там научных знаний, там представлений и так далее. И потом в какой-то момент, вот именно я это прекрасный момент помню, произошло как это слово одно там, спонтанность, к примеру. Вот. А потом за ним пришло слово там неотождествленность. И дальше вот там слово за слово начинается формироваться вот это знание, которое позволяет человеку все таким более коротким, ясным и обоснованным, опять же, с точки зрения и науки, и момента сейчас, вот как здесь сейчас все происходит, вот даже там никуда ходить не надо, этот момент всегда с нами носится, позволяет очень коротко, в виде короткой коммуникации, в виде короткой мыслеформы объяснить, кто есть человек. И вот это самое интересное, что происходит, вот это знание собирается. И это знание, оно помогает людям. Вот уже не, то есть не обязательно кто-то вот там приходит в Discord, на исследованиях участвует. То есть у нас больше такие вот прям активные, такие вот там исследователи пытливые собираются. Вот у тебя чувствую подобную синхронность. Вот. Но на самом деле много и кому это помогает просто даже вот без, ну, то есть вот там кто-то видео посмотрел, кто-то короткие видео. И я вижу, что это знание, оно становится таким яснее, четче и более таким доверительным с точки зрения, опять же, игр, сопротивления ума и так далее. И получается, что это знание, оно рождает в этом мире там энергию любви, счастья, вот этой красоты жизни без иллюзий, вот эту просто свободу бытия, такая, какая она есть, которая заложена, как вот мы с тобой назвали, белый лист, вот этот чистый, вот эта чистота, которая в нас от природы просто всегда есть. Такое. Я понимаю, и то, что ты сказал, мне кажется, я понимаю на 100%. И при этом мне интересно узнать, в чем твой кайф. То есть я что-то делаю, допустим, я такой беру велосипед и еду кататься потом с другом, или там с друзьями, с девушкой, или там целый толпой, мы там пятером едем на велосипедах, потому что мне это кайфово там. Мгм. Я Мгм. там занимаюсь каким-то бизнесом, потому что я там хочу иметь какую-то свободу, иметь деньги, там путешествовать и тому подобное. И мне просто это очень интересно. Я хочу, у меня творческий ум, который постоянно ставит какие-то идеи, я хочу их реализовывать. И я понимаю, что если я пойду на работу, и я буду под руководством кого-то, то я буду как будто как заперти в какой-то комнате. И есть какая-то мотивация, типа мотивация, по сути, происходит с того, что типа как бы мне было бы интересно, как бы мне было кайфово. И мне интересно, какая твоя мотивация именно. Ты сейчас много говорил, но ты говорил про людей, о пользе людям, типа, о нейронах, которых ты синхронизируешь, как ты создаешь красивую реальность. А мне интересно, типа, ты именно, типа, в чем твоя, типа, мотивация? Из чего ты исходишь, типа, что тебе это дает? Мне хочется узнать. Ты знаешь, вот этот момент, опять же, вот там большой такой жизненный опыт, там любой вообще, и там что только не было, хорошего, плохого, мотивации, там деньги, отсутствие и все остальное. А сейчас момент, который происходит, он вот то, что вот ты называешь, какой-то вот там нужна мотивация, чтобы туда вот сходить, это сделать там и получить кайф. Вот момент этой жизни, он состоит полностью из кайфа. То есть вот прям вот начинается день, вот, и вот с первой секунды вот все, что делается, оно просто состоит из абсолютного кайфа. И вот этот кайф, он, понимаешь, то есть там даже мотивация не нужна. То есть там не успевает прилететь какая-то мотивация, и что-то надо сделать для того, чтобы вот этот кайф получить. Он просто полностью из кайфа состоит. Люди, которые меня окружают, знание, которое проявляется, и оно проявляется не для чего-то, оно, то есть вот от всего, что я, вот сейчас вот у нас с тобой встреча происходит,
И она невероятный кайф для меня. То есть я не просто как бы здесь сижу и думаю, бля, когда же она закончится, эта встреча, там, еще что же, когда же у него вопросы закончатся. Нет, я от этого момента вот откровенно просто кайфую так, что ну просто невероятно. И у меня сейчас вот Сука. закончится вот это исследование, и у меня через там несколько часов еще одно исследование в Яснософии, в нашем пространстве, которое еще там 4 часа бывает. И это пространство, оно бесконечно просто наполнено кайфом. Если говорить про... Я просто никому не рассказываю, что у меня там в личной жизни происходит, потому что начинают все завидовать сразу, как-то там что-то про меня писать и так далее. Не хочу. Но там просто кайфа столько, что ну, там его еще больше, чем там больше. Там, ну, просто его никогда больше не было. И что в проекте создается, да, вот какие люди приходят, исследователи, да, какие исследования у нас проводятся, какие знания открываются, там, что сейчас происходит с расширением. У нас сейчас там Земля появилась, у нас сейчас пространство новое будет создаваться. И это вообще волшебство жизни, оно не просто, знаешь, как-то в начале, оно было таким, что когда я в этом пространстве вот этого там какого-то бесконечного кайфа, ну, если так условно его назвать, там, оказался, я думал, блин, ну, знаешь, вот как в уме, вот концептуальном есть такой, так, подвох сразу как бы чувствуется, что если сейчас кайфово, значит, в какой-то момент там что-то будет какой-то облом. Вот, Были ну, такие там, мысли у меня раньше, да, конечно, были конечно, такие раньше да. мысли. Вот, но сейчас уже несколько лет Раньше. я живу в этом пространстве, и, то есть кайфа становится с каждой вот секундой больше. И самое главное, что это самосоздаваемый кайф, в котором нет никакого ромы, который этот кайф там типа: "О, мой кайф там, сейчас вот надо его запомнить, там схватиться, как-то там его упаковать там в момент там описания и в книжечку там "Я Рома там кайфовый", там глава, как бы, знаешь, там "Я Рома кайфовый". Вот. Нет вот этого кайфодержателя нету, понимаешь, кайфополучателя никого. То есть этот момент, он настолько кайфовый, он настолько светится, что за что ни возьмись, оно все кайфовое просто. И оно все кайфовое. То есть, понимаешь, у нас в концептуальном уме ты никогда в этой модели, ты никогда не держишь вот эти все ниточки экосистемы всего происходящего. Ты, потому что нет того, кто держит, и эта спонтанность происходящего, ну, как у Булгакова, да, там, человек смертен иногда случайно. Тут как бы ты ни пыжился, там, раз как бы когда придет конец, никто не знает. Вот. И остальная спонтанность, она таким образом играет, что ты никогда не можешь вот в эту в причинно-следственную какую-то там залезть модель и там что-то сделать, чтобы во Вселенной там все как-то состоялось прекрасным образом, и в твоей жизни все там происходило вот так вот. Я пробовал, не работает. То есть я именно прям я думаю, ну а что, если есть возможность создавать, ну надо создавать тогда, надо этим пользоваться там, чтобы все люди были счастливыми. Там раз как бы смотрю, Ром, извини, просто не мне звонит работает. брат, он живет, Хорошо. мне звонит, извини, мне звонит брат, он живет в соседней квартире, он, может, ко мне зайдет, сейчас позвоню, пообщаюсь, Хорошо, хорошо. извини. Сейчас, алло. Да, я сейчас по прямой связи разговариваю с людьми. У тебя что-то срочное? Хорошо, давай. Ага, счастливо. Пока. Вот брат продемонстрировал спонтанность происходящего. Не, ну точно, на 100%. Да, вот так вот, поэтому смотри, нет того, кто кайфует, нет никаких обстоятельств, чтобы там кайфануть или не кайфануть. Есть безусловное счастье момента. И причем очень часто, вот кто вот оказывается в нашем пространстве, вопрос там типа, а что, так можно было раньше жить? Он задается очень часто, он реально задается часто, А, а потому можно что все очень во- просто происходит. Да-да-да. вопрос? Я вот, когда у меня был вот этот опыт, о котором я тебе рассказывал, о недвойственности, один из опытов, я приехал к другу, и для меня это был опыт, ну, там, это был второй раз у меня это произошло на тот момент. Я приехал к другу, и я пытался ему это рассказать. Я ему говорю, чувак, просто там меня нет, ничего нет, просто все прекрасно, господи, все так офигенно, просто кайф есть вот прямо сейчас, понимаете, насколько все кайфово. И у меня было такое состояние, которое, ну, его невозможно передать словами. Я пытался ему рассказать, и я понимал то, что я не могу ему это рассказать. Если у тебя сейчас, вот так я сейчас развернул, э, смотрящего, не знаю, видящего, если у тебя сейчас
такая мысль, может быть, такое восприятие реальности, где ты общаешься со мной, и вот ты, Рома Косточка, ты супер кайфуешь от жизни, у тебя все прекрасно. И есть какой-то Николай, который задает тебе какой-то вопрос, и Николай не так сильно кайфует от жизни, как ты, но он хочет кайфовать, как ты, и он очень сильно к этому стремится. И он пытается приблизиться к твоей, к восприятию твоей реальности. Ну, то есть к твоей реальности, к твоей модели реальности, я не знаю, к чему, ну, к чему угодно. И если у тебя такая мысль, то что ты сейчас находишься в одном состоянии, а я нахожусь в другом состоянии, и ты хочешь меня подтянуть до своего состояния, и если ты это сделаешь или не сделаешь, да бог с ним. Но в самом процессе этого подтягивания ты ощущаешь кайф. Пока ты общаешься со мной, пока ты меня подтягиваешь, пока Мгм. происходит вот это вот, пока происходит этот момент, ты кайфуешь, и ты такой, чувак, пока... В общем, я пока задавал тебе этот вопрос, у меня настолько размылась реальность, что я не могу до конца задать этот вопрос. Я, на самом деле, я понял вопрос. И смотри, здесь смысл такой, что я давно уже начал воспринимать этот мир, вот когда ты из того вот опыта, который ты описываешь, когда ты к другу приехал, вот это именно такой мир. И в этом мире вот эта неразделенность, понимаешь, эта неразделенность, она есть вот эта та единственная реальность, которая есть. И в этой реальности, живя, ты воспринимаешь этот мир немножечко по-другому. То есть он на самом деле настолько многогранный, он настолько вот эта глубина просто вот знания этого момента проявляется. И вот это вот то, что ты говоришь, да, модель вот взаимодействия, то есть здесь вот я воспринимаю, что здесь вот присутствует вот у тебя, да, если мы говорим, определенная сейчас активная форма иллюзии, которая сейчас еще подыгрывает. То есть у тебя есть прямой опыт, ты прямо сейчас в это состояние попадаешь, я его абсолютно чувствую, этот резонанс, когда мы с тобой просто сливаемся вот в один момент чистоты восприятия, в один момент вот этой безусловной любви, вот этой красоты, этого кайфа. И чувствую, точнее, я слышу, ощущаю это тоже, как собирается вот эта мыслеформа, как еще вот в это, ну, как вот мы с тобой назвали, вот эта модель мира, она проявляется снова, потом снова там исчезает, проявляется, исчезает, то есть вот это мерцание происходит. Вот таким образом. Когда, ты знаешь, и на вот эти все взаимодействия, если мы говорим про конвенциональную реальность как персонажную, то есть здесь же нет такого, что вот я прям раз из этой реальности как бы выпал такой в эту в недвойственность, в чистоту и счастье и кайф момента, а там вот этот все кино такое, типа что-то там с ним непонятно, что происходит. Нет, абсолютно вот эта четкость момента, она в том числе включает договорную реальность, конвенциональную. То есть также есть персонаж Рома, вот как ты вот говоришь, также он тобой воспринимается как персонаж Рома, кем-то еще там и так далее. Есть взаимодействие персонажей, но внутри этих взаимодействий, касаний и вот этих концептуальных, как шаблонов, игр, программах, в них нет игры никакой. То есть вот у меня много всяких разных в жизни происходит ситуаций, которые там... То есть это жизнь, то, что я описываю, вот сейчас, ну, то, что мы условно назвали таким кайфом просто момента, это не означает, что этот момент стал идеальным. У меня умирают близкие люди, к примеру. И когда они умирают, этот момент, он не становится каким-то бесчувственным, там, да, по барабану, здесь же нет никого, там никто ничего не чувствует. Также сопли, слезы, как бы просто. И в этот момент там сопель и слез, точно так же я сижу и смотрю в этот Ты момент кайфуешь. в вопросе просто, кто здесь, который уже не задается, там не нужно какой-то, как итерация исследования для того, чтобы прийти к какому-то ответу без ответа. Но это точно так же, это тот же самый момент спонтанно происходящий, в котором просто вселенная вся происходит, понимаешь? Вот в этом и выражается вот эта безусловность, что не этот момент становится каким-то идеальным, а что нет никого, кто в этом моменте может испытать какой-то опыт там плохого момента, хорошего момента. Вот эта дихотомия, она не происходит. Это просто целостность, она вся проявляется. И я тоже не говорю, что какой-то бог там, ну, вот как ты там, там говоришь,
вот этот нейрон там какой-то божественный стал. Да нет, такой же точно опыт этого момента. Вообще нет никаких приукрасок таких там, что я каким-то мастером там стал или Гендальфом там был серый, там стал Гендальф белый, там, к примеру. Нет никаких искажений. Просто момент, он сам по себе, он просто живой, сама жизнь. И в ней нет никого, кто бы как-то ее оценил, с кем бы как-то произошло. А сам опыт, вот он как происходит, я ну, как бы, что происходит, то и открыто делюсь. И то там иногда не всегда много рассказываю про себя. Но, тем не менее, он в самом себе, вот в этой емкости, многогранности и в чистоте, он сам в себе просто невероятно прекрасен. Там здесь больше ничего нет. Такое. А ты мог бы рассказать про себя, про свою личную жизнь? Потому что я, когда думаю, ну вот я живу сейчас свою жизнь какую-то, и у меня есть какие-то, допустим, ну чтобы мне было бы интересно, я смотрел на своих друзей, то, что делать там, какие-то строить дома, покупать квартиры, машины, там, путешествовать, что-то еще. Типа там, я много из этого пробовал, я думаю, чтобы вообще мне было бы интересно в этой жизни. Какие-то вещи меня мотивируют, какие-то вообще абсолютно не мотивируют. И я думаю, исхожу из того, что как бы мне хотелось жить кайфово эту жизнь. И я понял то, что с одной стороны комфортно хотелось бы жить эту жизнь, а с другой стороны и еще хотелось бы, чтобы создавать какую-то прикольную штуку. То есть как-то на реальность влиять кайфово. То есть быть каким-то нейроном в мозге, который зарождает какую-то кайфовость. Типа Хм. быть каким-то, не знаю, ну, быть какой-то штукой, которая создает кайф. Типа, ну вот оно сейчас есть и есть. Ну, что делать мне с этим? Ну, можно делать 1, 2, 3, а я выбираю, типа, из всего, что можно делать, я думаю, ну, если бы я делал это, то это было бы, наверное, самое кайфовое, и делаю вот эту кайфовость какую-то. Да, я понимаю. Ты знаешь, здесь вот именно когда исчезает, то есть до текущего момента моя жизнь была вот то, что ты описываешь, наполнена именно такими штуками. То есть всегда я там что-то пытался во благо делать, там и кайфовать от жизни, и другим помогать. То есть и всегда это ни к чему не приводило. То есть оно вот Я уверен, всегда, что вот, тебя и поняла. причем прям, вот знаешь, вот во Да. благо и людей там хороших пытаешься собрать и объединять, и все, и всегда что то через одно место оно получается. И в очередной раз, когда на тебя уже все те, с кем ты дружил там и с кем делал бизнес, и кому ты там платил больше денег, чем себе, и отдавал все, что своей жизни, и там, и за всеми еще там, и всем готовил там, и там везде возил и все показывал, как говорится там. И когда ты уже видишь, что на тебя уже все нападают, эти люди, и ты в очередной раз просто смотришь, думаешь: "Боже мой, да что ж за фигня такая?" И у меня была модель, вот тоже видео, на "Ютубе" есть, модель общества человека осознанного, который, вот, кстати, тебе будет интересно как айтишнику вот посмотреть вообще. То есть я придумал, как создать вот как раз из вот этого момента, что нужно какое-то что-то кайфовое создавать, а что-то кайфовое создавать что? Ну, там, чтобы все люди в этом мире были счастливы, как тот же Будда завещал. Вот, и я создал модель, прям реально модель, которая включает все IT-технологии, там, токенизацию, там, токен экономики, создание гибридного человеческого искусственного интеллекта, который помогает людям, проектно-инвестиционную платформу, реализация идей, проектов вот людей, там, проектно-инвестиционная, соответственно, полный как бы цикл с монетизацией, как не из этого бизнес делать, как это будет просто модель сама в себе существовать, будет тебе интересно посмотреть. Вот. А в какой-то момент я вот эту модель создал и начал ее как-то продвигать, вот тоже из того, что вот там есть мотивация там, и так далее. И оно тоже там как-то начиналось, там, и потом как-то опять снова превращалось в то, что ничего не получается. И это все происходило, и оно происходило такими уже короткими итерациями. То деньги кончились, пошел заработать, снова здесь оказался, то еще что-то, снова. И в какой-то момент, вот когда произошел вот этот переход, когда вот в этом моменте не оказалось никого, кому нужна мотивация,
кто вот эти все там бенефиты там и так далее, там какие-то, что, а если я вот так сделаю, то вот так получится, а если я такую модель буду реализовывать, то вот так получится, а здесь я буду красавчиком выглядеть, а тут там то-то для меня будет хорошо, а здесь я там подстелю перинку, там, если что, там вдруг получится, там, а здесь у меня подушка безопасности, в кармане там лежит лимон баксов. И в какой-то момент, когда вот эта вся модель мира, что есть кто-то, у кого есть мотивация, кто-то с кем происходит, кто-то что-то делает для того, чтобы получилось, там причинно-следственность, вот эти выборы все, в какой-то момент, вот когда это все отпало, вот пришел кайф этого момента. И оказалось, что кайф этого момента, он вообще здесь был всегда. И для того, чтобы он происходил, есть абсолютно 100%, там даже, наверное, с гаком, всех необходимых навыков, знаний. То есть он просто идеальный, он реально совершенный. Ты просыпаешься с утра, и я вот делюсь вот тем самым, что там не просто, как бы, знаешь, у меня есть в голове модель, а что нужно делать. Она, конечно же, есть. Но в этой модели, она вот эта спонтанность. То есть я просыпаюсь с утра, и у меня вот есть вот этот там просто кайф, знаешь, там, а что я сейчас в жизни могу сделать, вот чтобы прям просто было кайфовее всего. И оно реально, и так можно. Вот этот И ответ на кайфовее вопрос тебе и другим можно. людям. Типа, Но просто кайфовость была. Растить кайфовость. Есть такая тема? кайфовость, просто понимаешь, нет вот этого напряжения, что нужно делать что-то кайфовое для того, чтобы кайфовое происходило. Просто этот момент происходит, и в этом моменте я могу сесть там и, знаешь, и там на кнопки на компьютере понажимать. У И это меня пока он еще есть. И это кайфово для меня. Я могу пойти погулять, и это кайфово. Я могу поговорить с человеком, и это кайфово. То есть оно все кайфовое происходит, и в этом кайфе нет никого, кто бы, знаешь, вот этот, ну, таким кайфажорством занимался. Там, ой, там, и нет никаких напряжений, то, что я там, а вдруг этот кайф прекратится, а вдруг что-то произойдет, и этого кайфа не будет. Нет, оно как бы само целостное собирается, и кайфом является в отсутствии просто. Вот такое. И это на самом деле невероятный опыт, и он тоже не со мной Это не один невероятный. происходит. Это реально происходит и с другими людьми тоже. Поэтому мы, собственно говоря, здесь и общаемся. Потому что на самом деле, когда еще вот момент такой, что когда я долбился вот в эти всякие бизнес-модели, там, мотивации и так далее, и люди меня окружали тоже в какой-то момент такие, вроде бы вот там все во благо мы тут там собрались. Но всегда что-то происходило, какой-то странный спецэффекты. Вот опять же из этих всех там мотиваций, бабла там и всего остального. Сейчас просто этот мир, он стал немного меньше. Ну, то есть он не включает в себя там какие-то вот там сотни тысяч людей, вот, куда там бежалось и хотелось причинить там добро, а просто он как бы происходит в моменте здесь сейчас. И в нем все больше и больше вот создается таких вот пространств чистоты, счастья, любви, которыми вот мы все являемся. И этот мир мы уже создаем как-то вместе. Ну, точнее, он как-то проявляется нами. Вот. И это не обязательно должна быть даже проактивная позиция. Кто-то просто в канал «Тишину» заходит раз в месяц, и это тоже то же самое. Там вот оно то же самое созидательное какое-то действие, как созидательная вот эта энергия таким образом проявляется. Поэтому здесь очень много необычностей на самом деле, потому что я не занимаюсь шапкозакидательствами, я просто наблюдаю, как этот момент разворачивается. И в нем, как он разворачивается, как, к примеру, чистится вот эти старые программы отождествленные, как отпадывают вот эти всякие там такие вот эти инерционные моменты в жизни, вот это мы тоже наблюдаем. Как помочь человеку, который вот идет по пути, вот у которого там доигрываются последние программы, и вот это, ну, как такая ясность момента наступает и тонкость момента, вот про которую ты говоришь. Как это лучше сделать? Вот у нас там пространство создается. Ну, то есть это просто жизнь, она живая. И я просто невероятно счастлив, что она происходит. Спасибо большое. Ну, в общем, вот так вот. Спонтанность. Спонтанность и красота самого момента жизни. Вот сейчас я не знаю.
Мила, Лена, кто вот на связи, можете тоже сказать пару слов. А то я что то уже устал немножко говорить. Переведу хоть дыхание. Замечательно. Вот, Николая слушала. Настолько светлый человек, который уже в этом пространстве с нами. По сути, так. Вот это ощущение было, а, родства такого, единства, любви, открытости, понимания. Спасибо, Николай, за вот это открытие сегодня. Для всех, по сути, для всех, потому что мы с каждым человеком и в нашем сообществе исследуем, каждый раз вот по-новому все это. Вот. И твои, Ром, вот эти рассказы, комментарии тоже очень глубокие, и они каждый раз дополняют. И вот действительно, оно бесконечно исследуется. Да, Поэтому спасибо большое, Лен. Спасибо, Ну, что я спасибо. скажу? Мы Да, Мил, приветствуем привет. Николая в нашем пространстве, да. Навокновение. Очень рады. Прекрасный опыт. И это настолько классно и красиво, столько вопросов. Они отпадут, если попробуешь просто прикоснуться к знанию слова. Я раньше думала, что у меня, только у меня такой загруженный ум был. Вот. Но ты прекрасен. Могу сказать, что посмотри, смеешься, происходит спонтанно, и тебя в этом нет. А телефон берешь спонтанно, сама рука тянется к телефону. Послушай, даже вот если ты отвечаешь, отвечается ниоткуда, спонтанно, и подбираются именно те слова, которые необходимо в данный момент тебе услышать. Мне тогда тоже помог очень Сергей Воробьев, он сказал, это твой проект. И когда я увидела этот проект, говорю, ты сама себя организовала. И этот фильм ты смотришь сейчас сам. Ты сейчас сам смотришь свой фильм, где получаешь ответы, которые есть уже в тебе. И роман это помогает тебе просто открыть эту дверь вспоминанием тебя в себе. Вот и все. И слушая на каждом исследовании романа, мы опять видим свою многогранность. Многогранность того, чем мы являемся. И это настолько просто. Попробуй просто слушать, как говорится, какие слова из тебя текут. Придумываешь ли ты мысль? Где там тот, кто эти мысли придумывает? Где там тот, кто шевелит там руками, ногами? Где там тот, кто думает эти слова? Откуда приходят эти мысли? Это, а когда ты посмотришь, а кто задает эти мысли? А из чего состоит этот вопрос? Просто из слов. А за этими словами кто-то стоит? Кто стоит там у тебя за головой? И кто из тебя транслирует? Я сейчас вспомнила, сейчас скажу, вообще шикарное. Была маленькая, мне такое пришло, не могу не поделиться. Телевизор. И там бегают, смотрели раньше фигурное катание, а телевизоры раньше были с такими, ну, старинные, с проекторами вот такими. И мне хотелось его расковырять и взять оттуда маленьких человечков. Как же они там поселяются, каждый раз разные. Мне вот их хотела оттуда вытащить, а их там нет. Этот ответ, это просто идет трансляция. И мы то, через что транслируется это все. Нет того, чтобы кто-то говорил, это говорится. Нет того, чтобы кто-то слышал, это слышится. Это настолько приятно. Роман, огромная благодарность. Знание слова великолепно. И оно разрешило практически все проблемы. Проблемы это слово. И за словами тот, кто говорит, нет никого. Это приятное ощущение.
Николай, все знания твои останутся. Ты великолепен в том, что в тебе вот столько всего собралось. Но это наученность твоя. Она мешает, она очень мешает. Могу сказать только одно. Мне 9 месяцев только понадобилось, прикоснувшись к этому знанию. Не 3 года там, я 10 лет искала, а через 9 месяцев вот просто родилась. И это прочитано очень много было всего, очень. Знаний разных усвоено много. Но ты посмотри, как в этом моменте у тебя появляется мысль в голове, и эта мысль уже рисует эти образы. А потом следующая мысль, следующие образы, следующая мысль, следующие образы. Иллюзион. Ты смотришь фильм из этих мыслей, из этих образов. Ого, а что это образы? Это просто слово. И вот так, и ты веришь этому представлению своего ума, своей наученности. Ты представляешь, насколько ты прекрасен, сколько в тебе красок, сколько в тебе многогранности. И это ты представляешь? Ты имеешь возможность это все видеть, чувствовать, ощущать. Посмотри, вот кто у тебя головой шевелит. Она же сама шевелится. Она слышит эти слова, эти звуки. Она просто наслаждается этой любовью, которая раскрывается сейчас в тебе, каким-то пониманием. Понимание – это тоже слово. И за этим пониманием ничего нет. И ты посмотри, какой ты хороший, какой ты классный. И это ты такой весь наполненный всем тем, что ты нам рассказал, и так красиво, эмоционально. И это просто ты, единственный в своем проявлении такой. Представляешь? Да. И красивый, так красиво раскрываешься, так красиво звучишь и проявляешься. Представляешь, это ты. И все, что описано, и все эти чувства, все эти ощущения, они просто в тебе, просто вот реакции твоего тела. И это в этом моменте. Представляешь, какая наполненность этого момента. Кого искать, если ты только сейчас это чувствуешь? Закончится передача, будут другие ощущения. И этот момент, он твой, только твой. Настолько красивый. Представляешь? Представляешь, какой ты многогранный. Да? Молодец. Это так прекрасно. Николай, микрофон тебе надо включить. Так. Мне кажется, слышно меня сейчас? Да, всех Да. слышно. Мне кажется, одновременно с этим, что со мной как будто что-то не так. Есть как будто бы во мне какая-то неправильность, и я что-то делаю не так. Ты правильный. Что-то не Ты так, и правильный. мне нужно что-то исправить. И как Ничего будто бы тебе не нужно. у меня есть Да такое ты же ощущение, что уникальный. я что-то Ты создаю. И уникальный. как будто я что-то порчу, мне кажется, есть такое. Ничего ты не портишь. Как Как ты будто я можешь что-то делаю испортить? неправильно, я не понимаю, и что-то делаю и не так. Но у меня есть такое Ты ощущение все делаешь одновременно. так. Николай, А ты здесь знаешь, сколько я ревела? здесь очень важный момент, что ты понимаешь, здесь как раз не просто так это все происходит. Вот почему мы собираемся. Здесь вот это пространство наше, как пространство заботы, оно действительно происходит. И вот никто не верит, вот часто приходят люди, говорят, да почему, ну ты вот даже задавал вопрос там, а почему вот это происходит, там у вас любовь, а почему происходит забота, а зачем это тебе надо? Но вопрос в том, что здесь открывается вот эта трансперсональная суть этого момента, что здесь нет кого-то, кто Николай, вот этот один, кто может там бояться, кто может от этого страдать, кто может как-то проявляться. Здесь этот момент, мы с тобой в любой момент, вот здесь, понимаешь, здесь нет никакого времени там моего, которое там, я там, какой-то есть лимит этой встречи. Мы с тобой сейчас в этом исследовании проходим, и в этом исследовании никто никого никогда не бросает. Мы для этого и встречаемся, понимаешь? И вот эта ясность, она
происходит как раз как прямой опыт, вот за которым нет никого, с кем бы вот сейчас вот как происходило, вот это, да. Ты знаешь, есть момент, когда модель мира просто отключается. Я часто с такими вот встречаюсь случаями в жизни, когда момент отключения модели, он становится, тебе не за что вообще, не за что, невозможно схватиться. Вот эта безопорность происходит, когда все, что ты есть, оно просто теряет свои контуры, и не за что схватиться, и не во что самопревратиться. И это нормальный переход. Эта модель просто, она теряет свою силу, которая всю жизнь была основой того, что ты есть. Каждую секунду там было вот я живу, я двигаюсь, я думаю, там, я существую. А в какой-то момент это теряется, и самопроисходящее, оно просто как безмодельность вот это происходит и реализуется. То есть здесь по-другому не бывает. Поэтому здесь то, что сейчас в тебе происходит, ты рассмотри с позиции того же вопроса, там, кто здесь, с кем сейчас это. Как раз Могу я я вчера ни столько не плакал. Да. Николай, вот я в таком состоянии пришла к Роме. То же самое, ну, вернее, другой опыт, конечно, но просто доверие и знание, что в надежных руках, и все. И оно происходило всякое, но вот это постепенно открывалось, и поверь, это, ну, просто вот путь, он непростой. И все, что с тобой сейчас происходит, я понимаю вот до глубины души. Но эти открытия, эти в глазах, они уже есть. Вот я и говорю, это уже наш человек, который пришел готовый. И все, Да. оно уже есть все. И сомнения, слезы — это все во благо. Правда. Да, вот Вот. я Лену подхвачу. На самом деле по-разному бывает. То есть иногда этот путь, он бывает не такой простой. Мне опять Вот. звонят. Извините, я отвечу звонок. Давай. Извините, пожалуйста. Да. Ага. Да. Давай позвоню тебе через час, через 2 или, может быть, через 5. Ну нет, общайся. Давай, счастливо. Ага. Я с вами. Да, опыт, смотри, этот опыт он не бывает одинаковый у всех. То есть по-разному происходит у каждого человека. Иногда он бывает очень короткий, такой, как вспышка, и быстрый, происходящий, но, тем не менее, остаточные явления, они вот как инерция ума, вот это вот то, что, ну, длится, как миропредставление, вот это, что здесь кто-то есть, они все равно какое-то время, так, ну, как тянутся. И перестройка вот этого самого принципа восприятия, что здесь нет никого, прямо сейчас здесь нет никого, кто бы что-то там каким-то образом там воспринимал, понимал, не понимал, там у кого-то что-то с кем-то происходило с миропредставлением. То есть оно, опять же, вот как я тебе показывал, как ловушка ума срабатывает, он собирается, вот этот как момент отождествленного восприятия, и в нем сразу возникает, что ой, там здесь там вот эта безосновность какая-то возникает, там модель мира рушится там и так далее. Но опять же, это она, игра ума с умом в уме происходит внутри самой себя. Вот такое. И здесь вот это как параметров, их тоже же нету, там длина какая-то и так далее, там глубина, ширина этого момента понимания. Прямо сейчас вот то, что ты есть то, что ты есть. И прямо сейчас все, что происходит, оно происходит, как происходит. И в этом моменте, просто в моменте вот этой ясности, отсутствия, уму не за что зацепиться. То есть происходит вот это как реализация момента. И смотри, вот этот как путь, он здесь нет никакой романтики. Вот то, что ты говорил, как кому-то там как будто повезло там стать Шрамина Махаршей, да, там, ну, такие моменты тоже могут происходить. Да, Опять же, да. оно откуда-то там вот как-то там таким образом, опять же, вот это стечение обстоятельств. Но здесь мы не дожидаемся этих моментов. И вот этого мы просто видим, что вот та модель отсутствия любой модели, в которой жил Шарамина Махарши или любой другой там вот проявленный человек, она
заключалась в том, что там не было никого, вот эта пустотность. И вот эта пустотность, она заключается не в том, что тебе как в лотерею ты там купил билет там и бежишь по жизни, там просветлею, не просветлею, просветлею, не просветлею, там, ой, закончилась там лотерея в виде жизни. Она просто нет никакой лотереи. Прямо сейчас, любой момент, он свободен от кого-то. И в этой чистоте, в ясности происходящего, уже нет никому ничего там не объясняется, либо не объясняется, не моделируется этот мир, либо он там не исчезает. Все само свободно происходящее. Но единственное, вот этот вот путь, вот этот как последний шаг, как мы говорим, вот это то, чем мы, собственно говоря, на наших исследованиях и занимаемся, его надо пройти. И пройти его нужно тем же самым нейронам, просто перестроить вот это миропонимание, что по умолчанию как вот эта модель без модели, здесь нет никого. Поэтому вот это определенное тоже такое действие, то, что вот я говорю, это не просто надо знать, это надо делать. И тогда это действие, как на велосипеде кататься, так же ты там поехал, только за рулем нет никого. Новый вид катания на велосипеде. Такое. Давай я думаю, что много всего там сказано сегодня, просто чтобы тоже важно не перегружать пространство, чтобы оно у тебя немножко, вот оно всколыхнулось, вот эта ясность, она пусть немножечко, Она втолкнулась. вот, оно пусть немножечко Я складнул. осядет вот это вот как бы, ну, такое пространство как бы этих ошметков прошлой реальности, вот. И мы с тобой продолжим обязательно исследования. Добавляйся в друзья. Я всегда, вот ребята знают, всегда я там по любому вопросу поддержу, помогу, там пиши, и мы продолжим этот путь вместе уже. Я не знаю, почему я это говорю, но У тебя я не знаю, почему это я оптимизация говорю. просто происходит. Да, Смотри, здесь я говорю, давай, чтобы не перегружать, давай сейчас вот зафиксируем, и оно не остановится. То есть здесь уже просто не да, надо. Ты да. знаешь, есть такой момент, когда просто надо перестать говорить. То есть она просто Да. тишина наступает. 100% согласен, Вот. согласен. И здесь вот как раз у нас есть вот пространство тишины, куда можно просто зайти и побыть в тишине. И побыть в тишине, походить в тишине. Потому что ум, он вот из этого всплеска, как бы, видишь, он сейчас раз там сгенерил у тебя мыслеформу там про бизнес, про что-то, про стартап. То есть оно точно так же. И оно на самом деле тебе в тот же момент показывает, что там, а с кем это все происходит, и тоже точно так же нет никого. Поэтому лучше остановиться и немножечко в тишине побыть. Тем более у тебя вот из истории того, что ты говорил, вот эти состояния, они тобой уже проживались. А это проживание, то есть это не придуманность, это проживание. И ты этим проживанием сейчас, там, с этим проживанием, соответственно, будешь просто сливаться. Вот так вот. Поэтому лучше побудь в тишине, оно сейчас вот навыкнется у тебя постепенно. И если вопросы будут, пиши. Вот, обязательно с тобой мы продолжим вместе. И обязательно поддержим вот в этом процессе. Спасибо большое. Я хочу сказать большое спасибо, Рома, тебе, то, что ты, чтобы ты понимал, человек, в общем, я за всю жизнь, за 35 лет общался со многими людьми, с разными, и общался с людьми, можно сказать, обычными, и общался с людьми на сатсангах, типа как Артур Сита, и общался с ним лично, там вопросы задавал и тому подобное, и общался с нейросетями. И последний мой год, наверное, говорит о том для меня, то, что нейросети настолько много знают, настолько четко отвечают, что лучше любого Артура Сита и тому подобное. Но в последние 2-3 часа общения с тобой ты перепрыгнул через всех, типа, ты настолько умный, мудрый, я не знаю, четкий, как ты это делаешь, и как, может быть, я это делаю, я не знаю. Но обратная связь от тебя — это просто что-то великолепное. Это просто... Я как будто общался... вот Сита для меня — это типа какая-то нейросеть. Я общаюсь с другими нейросетями, общаюсь с своими друзьями, и мои друзья — это как будто тоже нейросети. Потому что все-таки
Мои друзья, они родились в какой-то момент, получили какую-то базу данных, обучились. И вот они есть, и я есть. И типа я общаюсь с ним, с ними, неважно с кем. Но то, как происходил мой диалог с тобой последние 2-3 часа, это какая-то сумасшедшая вообще тема, я не знаю. Я бесконечно тебе благодарен. Я бы хотел бы еще раз с тобой пообщаться 100%. Конечно. И спасибо, Миле, за твои комментарии, за твое дополнение. Спасибо Елене, спасибо Катерине, что была с нами. Типа, я вас всех просто обожаю. Это был просто офигительно. Был какой-то сумасшедший опыт. И спасибо вам большое. Вот. За то, что вы существуете. За то, что вы существуете. Спасибо вам. И за то, что вы уделили мне время. Я не знаю, почему вы уделили мне время. Вы такие офигительные. Почему вы уделили мне время? Но я бесконечно благодарен, что вы уделили мне время. И я поклоняюсь вам всем. Вот. Спасибо большое, Николай. Спасибо. Давай тогда не прощаемся. Вот. Просто ничто не прекращается. Оно вот это прям момент, вот он открылся, и прям живи его. Прям вот прям его кайфуй, никакого другого момента нет. Прям вот в нем. И вот как ты сказал, прям всеми этими словами прекрасными, пусть оно такое будет. И ничего другого нет. Вот прям живи этот момент, он живой. Спасибо тебе большое тоже. Спасибо. Все, тогда до новых встреч. Благодарю за Да. прекрасный момент Пока. вместе. Все, давай. Пока. Не прощаемся. Пока. Пока. Спасибо.